всех видно, и можно уже даже присесть. Итак. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы приветствуем всех участников, которые собрались очно на базе института на первое конкурсное испытание, которое называется «Методическая мастерская». Мы также приветствуем всех тех, кто к нам присоединился онлайн и поддерживает непосредственно своих участников, своих конкурсантов. Надеемся, что наш сегодняшний разговор, который мы будем проводить в такой несколько камерной обстановке, поможет нам как раз понять, какими идеями, собственно, какими инновациями живут наши непосредственно конкурсанты. Уважаемые друзья, мы всех вас приветствуем на республиканском этапе всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года. Разрешите представить большое жюри республиканского этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». Димитрюк Маргарита Борисовна, начальник отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об образовании, управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Евсеева Нина Николаевна, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Сосногорска, победитель республиканского этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» 2021 года. Майбуров Андрей Генрихович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общетехнической дисциплины методики обучения технологий Института точных наук и информационных технологий Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Меркова Светлана Анатольевна, заведующий Центром аттестации педагогических работников Коми Республиканского института развития образования. Петухова Наталья Валерьевна, учитель истории обществознания, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Детский сад», поселка Виздендор, победитель республиканского этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» 2020 года. Меня зовут Аверин Александр Викторович, я являюсь председателем большого жюри и заведую центром в институте. Спасибо. Каким говорить не буду, очень длинное название. Ну что ж. Уважаемые друзья, уважаемые участники, уважаемые зрители, мы начинаем наше первое конкурсное испытание «Методическая мастерская». Нашим конкурсантам предстояло представить в форме видеоролика непосредственно те идеи или поделиться теми находками в своей профессиональной деятельности, которые станут непосредственно интересны и другим педагогам в рамках своего предмета и иных предметов, неурочной деятельности и так далее. И нужно сказать, что действительно им это удалось. Я думаю, что при ответах на вопросы членов жюри вы поймете, собственно, какие идеи, какие находки были ими представлены. По регламенту данного конкурсного испытания в течение 15 минут они представляли видеозапись, а сейчас вы будете все присутствовать на условно защите, если так ее можно назвать, данной презентации, которая будет заключаться в ответах на вопросы жюри. Ну что ж, мы начинаем. И наш первый участник – это участник, представляющий Усть-Вымский район, Михайлова Ирина Витальевна. Учитель математики и информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 2 города Микунь. Пожалуйста, присаживайтесь. Да. Вам слово. Добрый день, уважаемые члены жюри, добрый день, конкурсанты. Меня зовут Михайлова Ирина Витальевна. Я учитель информатики и математики средней школы номер 2 города Микунь. На конкурсе я представляю свою методическую мастерскую, которая называется следующим образом: «Использование средств ИКТ в процессе обучения математики». Спасибо. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы? Добрый день, Ирина Витальевна. Приятно было познакомиться с вашим выступлением. Вопрос такой. В теме звучит «Использование средств ИКТ в процессе обучения математики». Можно уточнить, с какой целью? В
В моей методической мастерской, в начале ее, по крайней мере, я выделила 4 основные проблемы, с которыми я столкнулась. И, в общем-то, отталкиваясь от этих проблем, очень долго искала пути их решения. Ну, для меня средства ИКТ — это близкая тема, так как я учитель информатики. И, в общем-то, их использование помогло мне эти проблемы решить. С какой целью их использую? С точки зрения решения всех основных педагогических задач, которые передо мной стоят. Спасибо. Ирина Витальевна, скажите, пожалуйста, по поводу вашего одного тезиса, который был в методической мастерской. Это дозировка времени, которое учащийся пользуется компьютером. Скажите, пожалуйста, на уроках у вас дети с компьютерами? Крайне редко, на самом деле, крайне редко. Но на уроках информатики, само собой, это... На информатике, а на остальных да, уроках? крайне редко, практически нет. То есть вы сами просто... Есть моменты отдельные. Вообще ИКТ — это не цель. Включить ИКТ в урок. Это средства, с помощью которое помогает мне в преподавании. Это даже не на каждом уроке, это даже может быть 3-4 урока без его использования. Бывают ли занятия за компьютером? Да, безусловно, бывают. Мне повезло, я учитель информатики, у меня кабинет информатики в моем полном распоряжении, поэтому бывает, но не очень часто. Хорошо, домашние задания на компьютере. Есть такое дело. Скажите, пожалуйста, если у ребенка нет компьютера дома или нет возможности выполнить домашние задания именно так, как вы хотели бы? Ну, это всегда мы очень, скажем так, мы открыты для сотрудничества. Все учителя, я уверена, дистанционное обучение нас этому научило, поэтому кто-то может выполнить домашнее задание за компьютером, кто-то может прийти в свободное время в школе и сделать какие-то задания. Всегда есть выбор. То есть мы же можем и с учебником дать домашнее задание по учебнику. Но я могу сказать, что в последнее время вырос процент детей, которые предпочитают работать и выполнять домашние задания в необычной форме. Мы знаем, я не буду называть и рекламировать никакие площадки, но есть площадки у нас есть, на которых домашние задания можно сформулировать очень интересно. То есть и в форме квестов, в форме каких-то игровых моментов. Поэтому ИКТ широкие возможности нам для этого дает, мы ими пользуемся, детям нравится, они принимают участие. Возвращаясь к своему вопросу, дозирование времени, проведенное за компьютером. На уроке или домашнее задание? На уроке. На уроке у нас Санпин сейчас достаточно, мне кажется, лоялен к этой проблеме. Да? Мы знаем, что с 1 января прошлого года у нас с 5 класса по 30 минут, допустим, это максимум, да, допускается. Вот. Если 2 средства там гораздо меньше, но тем не менее оно тоже достаточно большое. Поэтому я считаю, что я укладываюсь в рамки. И у меня нет цели, опять же, когда дети приходят и садятся за компьютером и работают только за компьютером. Это очень маленькие моменты на самом деле. Это может быть 3 минуты, иногда достаточно. Иногда это может быть и 12 минут. И даже больше. Ирина Витальевна, вот когда смотрел вашу методическую мастерскую, я обратил внимание, что несколько платформ вы используете в различных видах деятельности обучающихся. А не было у вас мысли как-то это под одну платформу сделать? И возникают ли какие-то трудности, когда обучающиеся используют по вашему предмету различные платформы? Ну, я думаю, что это касается дистанционного обучения, да? Но да. Мы опять же говорим, там, значит, платформы подобраны каким образом? Платформа Zoom, ее используют многие учителя, дети умеют на ней работать, и фактически не нужна регистрация. Платформа Core, там тоже можно без регистрации обойтись, и у нас также несколько учителей используют. И если мы говорим уже о сайте, на котором я создаю тесты, то там дети все зарегистрированы, знают логин и пароли. Если мы говорим о каком-то конкретном уроке, то это же не бывает так, что все 3 платформы на одном уроке. Ну и честно, мы в наших детей верим и видим отдачу, и понимаем, что наши дети с этим справляются, в отличие, например, может быть, от нас. А детям это легко и сложности не возникает. Понятно, спасибо. Ну и, возможно, завершающий вопрос, Ирина Витальевна, он, безусловно, вытекает вот из всей ситуации, да, которую мы обсуждаем. Результативность, да, что вы видите, да, какой результат у ваших детей, как меняется ситуация при использовании, да, этих средств обучения. Ну, на конкретном примере можно? Во-первых, мой опыт, конечно, не позволяет мне говорить о
высоких результатах именно из-за того, что он маленький. Часть его выпала на дистанционное обучение, практически полностью. У нас что общее у меня и COVID-19, мы в одном и том же году пришли в школу, в общем-то. И здесь отвлеклась, немножко потеряла мысль, извините, пожалуйста. Про результативность, да. Я не могу сейчас о каких-то грандиозных результатах количественных говорить, я немножко о качественных результатах. Во-первых, дети перестают вообще относиться, вернее, более серьезно начинают относиться к образованию с точки зрения использования ИКТ. То есть они перестают, скажем так, видеть в этом только игрушку и понимают, что это достаточно серьезный ресурс. Это первое. Второе. Вот у меня в методической разработке представлен алгоритм использования тренажеров. Вот на тренажерах я заметила одну интересную вещь. Несмотря на то, что сами результаты еще вот в плане верности, неверных ответов не очень выросли, выросло время ответа, выросла скорость восприятия задач всевозможных, то есть вырос уровень, количество детей, выросло количество детей, которые уверенно себя чувствуют в использовании ИКТ. То есть уже появляются новые идеи, уже появляются идеи проекты реализовать с помощью ИКТ. То есть не проект, там, как стандартно это раньше буклет был, да, а вот дети предлагают игры придумывать, дети предлагают создавать модели. Вот очень последний момент мы разрабатывали, в последний момент, да, вот перед отъездом как раз обсуждали с ребенком возможность использования средств ИКТ при создании интерактивных моделей. Очень интересная тема, мне саму заинтересовала, потому что я не совсем еще сама понимаю, что это, а дети идут вперед. То есть меня это радует. Вот в этом пока мой результат. С точки зрения результата, ну вообще самый главный, наверное, результат — это все-таки успеваемость, которая 100%. И мой учительский... Мне стало нравиться тот момент, что они идут, скажем так, видят дальше зачастую, чем тот момент, который я ставлю задачу, своей проблемной какой-то задачи. Они идут дальше, они делают шаги дальше. Мне кажется, они даже не цель у них теперь решить задачу, а может быть заглянуть за задачу. Хотя они этого сами, наверное, еще не осознают даже. Они, когда дают ответ на конкретную задачу по математике, они предполагают, что бы они дальше с ней сделали. То есть вот что будет дальше, и каким путем они пошли, может быть, развивают вот этот момент. Ну и это помогает зачастую мне тоже. В общем-то, как правило, они и являются двигателями прогресса. А их прогноз связан с практикоориентированным использованием или именно в области математики? Мне кажется, это вместе. И отдельно как это возможно. То есть, так, смотрите, если мы используем ИКТ как средство обучения... Сейчас какого возраста? 6-7 класс. Ну, значит, все-таки практикоориентированность мне это не абстрактно-логического, да, надо полагать. У меня еще такой возраст сейчас в настоящий момент у детей. То есть практикоориентированность, она, скажем так, логической линией выстроена в процессе обучения. То есть это будет позже уже момент, когда у них связь с практикой потеряется. Поэтому, в принципе, сейчас одновременно. Спасибо. Спасибо, Ирина Витальевна. Свой вопрос я задать не буду. Бытует мнение, что, по сути, учитель для дистанционного обучения и учитель для очного обучения — это совершенно разные люди. Собственно, мне хотелось бы просто знать ваше мнение по этому поводу. Так ли это на самом деле, что именно информационно-коммуникационные технологии, собственно, даже меняют, в общем-то, и некоторые аспекты профессиональной деятельности учителя? Смотрите, если дистанционное обучение было изначальным, и мы не были бы знакомы с детьми, возможно, разница была бы. Но мы общались очно, мы видели детей, и поэтому вообще, по большому счету, есть определенные, конечно, сложности в этом моменте, но разницы лично я, допустим, для себя не вижу. Спасибо. Спасибо, Ирина Витальевна. Мы благодарим вас за ответы на вопросы, уважаемые участники. Да, вы можете поаплодировать. Пожалуйста, проходите в зал.
Уважаемые коллеги, ну а конкурсное испытание «Методическая мастерская» продолжается, и мы приглашаем к нам Васильеву Анастасию Викторовну, учителя физики и астрономии муниципального общеобразовательного учреждения, гимназия номер 6 города Воркуты. Пожалуйста, присаживайтесь. Здравствуйте. Меня зовут Васильева Анастасия Викторовна. Я приехала к вам из Воркуты. Представляю гимназию номер 6. Очень приятно всех вас видеть. Скажите, пожалуйста, как называется ваша методическая мастерская? Я только сегодня подумала о названии, потому что, как-то не думала об этом. И решила, что моя методическая мастерская может называться «Исследуем и проектируем». Вот так. Спасибо. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы? Вопрос, наверное, традиционный. Наверное, вопрос был о методическом названии мастерской. Тогда давайте так. Использование проектно-исследовательской технологии на уроках физики. Проектно-исследовательская технология? Проектно-исследовательская. А какая существует в образовательном пространстве? Я изучала материал, нашла, что могу исследовать проектно-исследовательская технология и элементы проектной технологии. То есть, получается, у меня она есть совместимость. Все-таки через «и», да? Да. То есть мы не будем вводить в заблуждение целую Да. аудиторию. Да. Извините. Спасибо. Анастасия Викторовна, вот я, просмотрев вашу методическую мастерскую, у меня вопрос вот какого плана. Там вы говорите о разработке и применении различных учебных заданий и технологий. И вот у меня вопрос такой, через какие учебные задания вот вы реализуете межпредметные взаимосвязи? И, может быть, вы примеры какие-то приведете? Да, хорошо. Смотрите, я в своей методической мастерской говорила, что я часто использую связь не только с естественно-научными, но и с гуманитарными предметами, такими как история и литература. Вот, к примеру, на последнем уроке, у меня был урок, я использовала задание из сказки Александра Сергеевича Пушкина, когда царевич с мамой плыли в бочке, да, и составила задачу, какая сила тяжести действовала на бочку, какая сила Архимеда, почему бочка не утонула. Ну, то есть мы с детьми рассматривали связь с литературой и при этом ответили на вопрос, почему бочка смогла доплыть до берега, и они спаслись. Анастасия Викторовна, скажите, пожалуйста, как чаще вы организуете, что ли, межпредметные связи на уроке? Какие приемы используете? Это либо ваше сообщение, либо это поиск информации обучающимся, либо это домашние задания или что-то иное? Вы знаете, в совокупности. То есть, получается, некоторые уроки идут от меня. Ну, то есть я сначала там эпиграф какой-то, либо видеофрагмент какой-то даю, связь, допустим, видеофильм какой-то, да, есть, советский. Либо я даю домашнее задание детям в виде домашнего эксперимента. То есть они, если делают эксперимент, они сами дают какие-то вопросы мне задают. Еще исторические факты постоянно им даю задание найти какие-то исторические факты, связанные с биографией ученых, которые мы изучаем. То есть, в принципе, оно по-разному, разные использую средства, то есть как метапредметные. Но об этом вы говорили на своей методической мастерской. Приведите еще примеры какие-нибудь. Именно связи, да, с метапредметными. Ну, смотрите, например, урок у меня был с давлением. Использовала сказку «Русалочка», когда дети должны были ответить на вопрос, почему, вот описания русалок, они очень прекрасные, да, под водой, то есть у Андерсена. А если показывать им в биологии, какие рыбы обитают на дне океана, они очень страшные. И вот у меня детям был вопрос, то есть, а почему такое различие? Что правда, описание Андерсена или вот почему они не такие на самом деле? То есть это было связано с давлением на дне океана. И вот они, рассуждая таким образом, вышли на проблему, что мы будем изучать, от чего зависит давление. Так. Анастасия Викторовна, говоря о гуманитаризации образования, вы касались вопроса развития и поддержки мотивации учащихся через решение задач, связанных с историей и литературой. А как вы ведете учет, контроль за развитием мотивации учащихся? Ну, как такового контроля я не веду прям учет. То есть я делаю рефлексию на каждом занятии, да,
что понятно, что они увидели, что какие-то вопросы мы задаем в конце урока, что они вот для себя, какие выводы они сделали для себя после урока. Ну, то есть вот прям учет, как они дальше. Ну, я просто вижу, что они развиваются, что они становятся гражданином своей страны. Но как-то где-то у меня график такого нету, что я вот отмечаю, как именно они выросли. То есть это личное ваше наблюдение? Да, наверное, личное наблюдение. Можно еще один вопрос? Вы говорите о том, что произведения по литературе могут помочь в решении практических задач по физике. Безусловно. Можете ли вы привести сейчас пример, какое явление физики вы бы хотели показать через художественное произведение? Хотела бы показать через художественное произведение. Ну, вы знаете, вот у меня сейчас просто урок будет, я, наверное, про него поэтому думаю, и у меня там еще один отрывок произведения Антона Павловича Чехова «Степь». Ну, то есть и мы на примере этой темы изучаем силу Архимеда, потому что там есть отрывок, где прям рассказывает автор про выталкивающую силу. То есть вот просто пока в голове, так как я к нему готовлюсь, наверное, поэтому в голову ничего больше не приходит. Спасибо. Вы назвали свою методическую мастерскую, вот ее методическую тему, использование проектной и исследовательской технологии. А в своей методической мастерской вы ничего не говорите о результативности. Это намеренно? Нет, наверное, просто не акцентировала внимание. Вообще, дети у меня благодаря этой технологии, благодаря тому, что мы все изучаем, исследуем, то есть вообще предмет сложный, экспериментальный, поэтому им это очень нравится, когда они могут своими руками что-то сделать, прийти к какому-то выводу. И мои ученики, они участвуют в конференциях. Например, у нас конференция посвящена Дню науки в феврале, юные исследователи. Вот, и мои ученики, они в ней участвуют. Ну, пока, конечно, мы не выигрывали, но, надеюсь, у нас все впереди. Мы пока только лауреаты. Расформулируйте результативность, которую вы хотели бы иметь. Я бы хотела, чтобы мои ученики, наверное, больше выявляли желание участвовать вот в таких вот конкурсах. Потому что они пока, ну не знаю, я их не могу настроить на именно конкурсную, скажем так, активность. То есть они молодцы, они приходят, у них очень много разных идей, они приносят мне различные, знаете, свои оборудования, скажем так, да, то есть они придумывают какие-то экспериментальные оборудования и потом спрашивают у меня, а почему это работает так, то есть почему вот у меня там крутится волчок, почему у меня гвоздь я не могу там вытащить из этой дощечки и так далее. То есть получается, что они мотивированы, но участвовать в конкурсе не очень пока хотят, и я бы хотела, чтобы это изменилось. Спасибо, Анастасия Викторовна. Скажите, пожалуйста, вы говорите, в общем-то, о таких, например, вещах, как воспитательный потенциал урока физики. Вот скажите, пожалуйста, можете ли вы назвать слагаемые этого потенциала? Слагаемые воспитательного потенциала урока физики. Воспитательного потенциала. Ну, давайте, наверное, назовем... Содержательно мы поняли, что вы через обращение к научным исследованиям, к истории возникновения каких-либо объектов, физических явлений и так далее, которые изучаются в рамках и проектной, и исследовательской деятельности, как раз достигаете цели популяризации научных знаний, которая становится условием, наверное, да? Ну, мы же вот на этих уроках мы воспитываем в них и патриотизм, то есть и любовь к родине, и любовь к своей науке, то есть мы показываем, что у нас очень много ученых, которые сделали открытия в той или иной области. Они учатся взаимодействовать друг с другом, потому что групповые формы работают. Вот просто назвать как слагаемые вот для меня. И еще один вопрос, Анастасия Викторовна. Вы сделали такое утверждение, с которым могут поспорить, наверное, ваши коллеги, участники конкурса. Вы сказали, что именно физика – основа развития функциональной грамотности школьников. Убедите их, почему именно физика является таковой. Ну, я, наверное, говорю с точки зрения учителя физики. То есть мне хочется, чтобы моя наука была основой этого функциональной грамотности. Ну, вообще, физика, наука, которая окружает нас, ну, в принципе, да, мы живем благодаря тому, что есть такие процессы физические. Мы сидим на стульях. То есть я у детей спрашиваю часто вопросы, которые они, в принципе,
Они понимают их, они этим живут, они их постоянно видят, но они не понимают, что это наука. То есть я спрашиваю, вы когда-нибудь были в невесомости? Они говорят, нет, мы не были. Я говорю, вы были. Почему? Потому что вы прыгали, вы находились в невесомости. Ну, то есть я задаю им вопросы, которые они, в принципе, наблюдают каждый день. Это и есть практика в жизни, и они с помощью моего предмета понимают, что вот учебный предмет, и вот она практика, вот она связь между собой. Спасибо, Анастасия Викторовна. Ну, а насколько вы убедили своих коллег, они вам скажут уже Хорошо, после спасибо. методической мастерской. Мы благодарим вас за ответы на вопросы жюри. Пожалуйста, проходите в зал. Ну что ж, уважаемые друзья, мы с вами продолжаем и приглашаем следующего конкурсанта Туркина Юлиана Сергеевна. Юлиана Сергеевна является учителем начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы номер 7 имени Ефремовой города Усинска. Пожалуйста, вам слово. Добрый день еще раз. Уже представили Туркина Юлиана Сергеевна, учитель начальных классов начальной общеобразовательной школы номер 7 имени Валентины Ивановны Ефремовой города Усинска. И тема моей методической мастерской – это использование потенциала урока в формировании произвольной сферы младшего школьника. Уважаемый жюри, пожалуйста, вопросы. Юлиана Сергеевна, я начну с вашего разрешения. Скажите, пожалуйста, на вашей презентации, в вашем выступлении мы увидели, как вот продвигаются, ну, как минимум, на протяжении уроков ваши дети. А вот динамика вашего развития в изучении этой темы, когда вы начали, что для себя вот в этой связи вы открыли нового, как методический, вот результат, вот как он менялся? Я понимаю, что стаж небольшой, но все-таки. Так и так, когда вы начали заниматься этой темой? В 2018 году, оканчивая колледж, тема моей курсовой работы звучала как формирование регулятивных универсальных учебных действий. Придя работать в школу, я столкнулась с рядом проблем и начала изучать уже более подробно и взяла шире не только регулятивную УУД, но и произвольную сферу. В 2019 году я участвовала в заочном конкурсе достижения молодых, где как раз моя методическая мастерская заняла первое место, где я рассматривала вот именно формирование произвольной сферы на уроках математики. Ну, то есть вот путь был такого рода, да? А поделитесь, пожалуйста, вот с коллегами, ну, то есть я думаю, все более-менее понимают, что такое регулятивное УД, а все-таки вот про произвольность, вот какой опыт вот вы могли бы, допустим, передать, сейчас вот на уровне пары тезисов, вот присутствующим учителям начальных классов, может быть, для тем, кто вот уже с детьми начнет работать в 5-6, у нас много таких уроков. Произвольность – это вообще то, что дает овладеть учебной деятельностью, и это всем важно. Это не только на уровне начального образования. Любому учителю, любому предметнику мой опыт будет полезен, потому что произвольность – это умение ставить цель, умение планировать свою деятельность, действовать по инструкции, умение слышать говорящего, где-то напрягать усилия, прилагать усилия, напрягаться. Я думаю, это необходимо на каждом уроке. Юлиана Сергеевна, у меня вопрос звучит следующий. Вы представляли так называемые 3С. Последний С звучал как стимул. И вы говорили, что в классе у вас проводится конкурс «Лучшая пропись», «Знайка», «Самый активный», «Правильный ответ» и так далее. На ваш взгляд, здесь все-таки мотивация учебная или мотивация достижений? Мотивация достижения здесь... Может, кому-то покажется, что это все так, может быть, очень формально, на самом деле нет. Если эту работу вести в системе, то есть мы же не просто, мы сначала обговариваем критерии, вот именно за что ты можешь получить вот этого, то есть что я должен для этого сделать. Ребенок четко понимает, что ему необходимо сделать для получения той или иной награды. И здесь вообще... Так как я работаю с младшими школьниками, для них очень важно получить вот то, что они заработать какую-то ту же самую медаль, ту же самую наклейку на тетрадь, лучшая тетрадь и так далее.
В этой связи у меня такой еще уточняющий вопрос тогда. Если, например, проводится конкурс «Лучшая пропись», вы сравниваете Машу с Дашей или Машу с Машей на более раннем этапе? Машу с Машей. То есть мы сравниваем не детей, а ребенка в его продвижении. То есть что было, что стало. То есть наклейку «Лучшая пропись» может получить несколько тетрадей? Конечно, это не одна тетрадь, а ряд тетрадей получает эту лучшую наклейку. Спасибо. Юлиана Сергеевна, в своей методической мастерской вы показали вот этот треугольник. Я продолжаю вопрос предыдущий. Значит, это треугольник, 3С, да. Ваша придумка или же это где-то вы нашли такую? Там я говорю как раз о 3 принципах. Это принципы общеизвестные нам в педагогике, но я их рассматриваю именно с точки зрения произвольной сферы. И это действительно моя личная вот такая вот идея представить вот эти вот 3 принципа в виде треугольника. То есть вам просто захотелось, чтобы были вот эти «С», да? И вы слова подобрали под букву Нет, это «С». так получилось. Это так получилось. Это именно о чем я говорю, что эта работа должна вестись систематично, должен быть стимул, как мы уже сказали, ну и средства достижения этой именно развития произвольной сферы. Дети знакомы с этим треугольником «С»? Нет. Нет, это ваша это, работа, учителя. Да, методическая. Хорошо. Где-то мотив находится там? В вашем треугольнике где находится мотив? Мотив, стимул. Стимуле. Стимул. То есть только личностно значимый мотив. То есть, стимул — это личностно значимый мотив, желание ребенка. Юлиана Сергеевна, а скажите, пожалуйста, возможно ли развивать произвольную сферу только в школе у учащихся? Выходы на родительскую общественность как-то прослеживаются в вашей работе? С родителями на родительских собраниях, начиная с 1 класса, говорю о том, как важно формировать вот эту произвольную сферу. И, конечно же, даю советы. Это даже на уровне того, что даем ребенку даже пропылесосить комнату. И ребенок задание получил, мы раскладываем эту цель на частные. То есть что сначала делаешь, что потом, что затем. То есть на таком уровне с родителями тоже ведется работа. На своем персональном сайте также для родителей рекомендации присутствуют, они пользуются ими. Вы открыты к общению с родителями по решению такой сложной проблемы? Конечно, так как для меня очень значимо формирование произвольной сферы, и хочется, чтобы родители меня в этом тоже поддерживали. Спасибо. Скажите, бывает такое, что стимул не действует? Придуманный вами стимул? Наверное, тут индивидуально у ребенка, у каждого своя цель. Допустим, лучший читатель, у кого-то цель прочитать больше книг, ну вот чтобы получить эту, вот тот же самый знак лучший читатель, а у кого-то это даже какое-то продвижение, вот именно, ну вот хотя бы осилить книгу. Хорошо, назовите тогда самый оригинальный стимул, который вы придумали для вашего вот этого треугольника. Самый оригинальный стимул, например, с целью приобщения учащихся к чтению, как раз я использую книжную полку. Дети сначала самостоятельно записали цель, именно свою личностно значимую цель. Ну и эта книжная полка — это просто рисунки книг. Они прочитывают книгу, рассказывают всему классу и закрашивают. И каждый мы смотрим, как продвигается к своей цели. Мы наглядно видим. Спасибо. Спасибо, Юлиана Сергеевна. Скажите, пожалуйста, насколько ваше, собственно, видение того, как развивать произвольную сферу младших школьников, разделяется вашими коллегами? Как они принимают в данном случае вот то, что вы предлагаете, данный треугольник фактически, да? Мы поняли, что вы отрабатываете по этой же схеме непосредственно и с родителями на родительских собраниях, но с коллегами. Конечно, опыт также и обобщался и в школе, и на уровне муниципалитета, и коллеги очень часто после этого понимают, что ко многим вещам относятся, может быть, формально, что-то забывают. И тут вот мое выступление наталкивает на эти мысли, что все-таки насколько важно формировать произвольную сферу школьника.
Мы все знаем, что, в общем-то, структура, каркас урока может, собственно, влиять и способствовать развитию произвольности непосредственно, да, младших школьников. Но говоря о потенциале урока, например, если мы возьмем содержание, может ли, по вашему мнению, содержание урока, да, как-то влиять на развитие произвольности? Ну, несомненно, и Можете привести пример? содержание урока. Выполнение однообразной, непривлекательной работы. Например, работаем с вычислительными приемами. Неинтересно. Ну вот ряд надо примеров решить. Неинтересно становится. И тут как раз может сработать и введение ограничительной цели. Это может быть не у всех детей в классе. Я вижу, этот ребенок уже устал, откладывает ручку. Я подойду, скажу, еще 2 примера решишь. Ну и вот тогда ты можешь отдохнуть. Спасибо, Юлиана Сергеевна. Уважаемые коллеги, давайте поаплодируем нашей участнице. Благодарим вас за ответы на вопросы. Пожалуйста, проходите в зал. А мы продолжаем конкурсное испытание «Методическая мастерская» и приглашаем для общения сюда к нам Ишутину Оксану Александровну, учителя английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Выльгородская средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Налимова. Вам слово. Уважаемые жюри, пожалуйста, вопросы. Оксана Александровна, вот посмотрев вашу методическую мастерскую, у меня возник вопрос. Что общего или как сочетается вот ваш STEAM-подход, о котором вы там говорите, с применением для разработки системы интегрированных учебных заданий? Ну, у нас вот этот STEM-подход я использую уже на итоговом уроке, и это у нас уже как продукт изучения нашей темы, например. И, конечно, вообще у нас английский язык, он сам по себе межпредметен по своим темам. То есть мы можем изучать разные темы в рамках изучения английского языка. Например, в 8 классе мы сейчас изучаем тему «Кислотные дожди». Но он предусматривает разработку таких интегрированных? Да, конечно, предусматривает. Ну, то есть STEAM подход, как правило, больше как раз в сфере естественных, технических, да, дисциплин. Изначально планировалось, что это будет именно так. Сегодня туда добавили букву «А» и сделали еще и сноску на искусство. Поэтому вот мы теперь пытаемся интегрировать это в английский язык. Спасибо. Оксана Александровна, у вас в методической мастерской презентации встречаются оба написания слова и STEM, и STEAM. Да. Скажите, пожалуйста, все-таки в чем отличие и какой вы придерживаетесь? Я только что сказала, что изначально эта технология, этот подход был разработан без буквы «А», то есть сегодня добавили туда еще составляющую искусства. Раньше был этот подход применялся больше, вот как сказали, уже на естественно-научных предметах. Сегодня с добавлением вот этой буквы «искусство» мы пытаемся его реализовать в рамках английского языка, то есть что-то производя, какие-то продукты, вот такие вот творческие. Ну, там и произносится всегда только STEM, поэтому я уточнила. Так, еще один вопрос тогда. В чем отличие этой технологии от проектной деятельности? Как раз-таки отличие в том, я уже говорила в своей мастерской, что продукт, который мы создаем, он должен быть именно либо на какой-то платформе разработан, который я представляла, либо это должно быть с использованием каких-то мультимедийных ресурсов. Это может быть электронная газета, это может быть даже презентация, это может быть видеоролик. Сейчас мы делаем проект, это мультимедийные сказки, например, аудиосказки с иллюстрациями. То есть, судя по тому, что вы говорите, проектная деятельность этого не предусматривает? Ну, она может предусматривать, но тут именно обязательно условие того, что должны быть использованы мультимедийные какие-то платформы или образовательные платформы. Хорошо, если вы хотите точно придерживаться этих условий, тогда самое основное условие этой технологии – это технология, применяемая в вузах, то есть для студентов все-таки. Как вы ее прилагаете учащимся младших классов либо среднего звена? Мы создаем продукты, которые они могут осилить. Это какие-то, вот я показывала, это был мультик, я не сказала, когда представляла свою мастерскую методическую, это был мультик, который был сделан учащимися не простыми, а учащимися коррекционного класса, 3-го класса. Продолжение вопроса. Тогда в чем отличие STEM-технологии от технологий мастерских?
Но здесь сами дети предлагают тему того, что они хотят. Но вообще изначально у нас в учебнике заложена уже тема. Но сейчас мы уже от них отходим, они сами предлагают, и обязательно они должны знакомиться с какими-то мультимедийными технологиями, какие-то новые, использовать ресурсы для того, чтобы этот продукт создать. То есть не просто они должны что-то сделать, какой-то продукт, а он должен быть именно с условием определенных правил сделан. Если это малыши, то это что-то попроще, а вот старшеклассники уже делают более сложные продукты. Это уже может быть видеоролик, кто-то у нас ведет уже блог, у нас есть школьное телевидение, и мы делаем уже некоторые программы даже для школьного телевидения. Спасибо. Еще тогда дополнение, дополнительный вопрос. Вот я хочу научиться этой технологии вводить, обучиться этой технологии. Можете первые шаги, алгоритм мне представить? Как мне, с чего начинать, начинающим? С чего начать? Да, изучать эту технологию. С изучения материалов. К какому ресурсу могу обратиться, чтобы на сегодняшний день у нас такой информации, вот методической какой-то литературы по этой технологии очень мало. И мы начали работать активно с лицеем 344, который находится в городе Санкт-Петербург, и они как бы флагман такой сегодня введения вот этой STEM-технологии. И на их группе ВКонтакте выложены все материалы, которые они собрали, и уже мы, получив их материалы, на их материалах свой уже опыт как-то обобщаем. То есть у вас такое сотрудничество? Да, у нас сотрудничество. В прошлом году мы выступали на международной конференции, как раз таки они проводили, были организаторами, и вот мы представляли свой опыт уже видения своего этой STEM-технологии, STEM-подхода. Спасибо. Продолжение этой технологии, это технология стрим. Вы будете участвовать в ней тоже? Знаю, я сказала в своей мастерской, что я еще учусь только, я на стадии изучения этого подхода, поэтому мне бы хотелось пока в нем как-то разобраться до конца полностью, чтобы я могла сказать, что я в нем хорошо разбираюсь. Но результаты у нас уже сегодня есть. Мы, например, с коррекционным классом на муниципальном уровне получили первое место в конкурсе «Школьный патент». На республиканском уровне мы также получили специальный диплом. И мы активно выкладываем свои вот эти продукты на платформы уже российского уровня. И некоторые дети уходят потом с урока STEM, получив какой-то интересный вопрос, и начинают заниматься уже исследовательской деятельностью. Не STEM, конечно, не разработкой мультимедийных каких-то продуктов, а уже занимаются исследовательской деятельностью целенаправленно, и сегодня они тоже выступают очень успешно на конференциях разного уровня. Ну, последний вопрос мой. В модели, вы сказали, есть такой этап тестирования. Что под этим словом подразумевает именно в этой технологии? У нас тестирование не может быть в предмете английского языка. Это тестирование подходит для тех, кто работает в рамках, например, робототехники, да, или каких-то, естественно, научных. Да. И еще, вы сказали в своей речи и про технологию, и про подход. Все-таки для вас это технология? Подход. Для меня это подход, потому что я читала очень много литературы, и все-таки где-то это называется технологией, но нет четкого порядка реализации. И поэтому все-таки я, например, очень обхожу это слово, я думаю, что это подход все-таки. То есть как технологию вы ее не рассматриваете? Но для себя я все-таки это как подход. Спасибо, Оксана Александровна. Я понимаю, что ваши сопровождающие, конечно, начали несколько раньше оправдывать, захотели вашего участника. В продолжение вопроса Маргариты Борисовны. В вашей презентации есть алгоритм. Это вопрос обсуждения, дизайн, тестирования и строения. Относительно тестирования вы уже сообщили нам, что на уроках английского языка вы это не используете. Но в целом, по вашему мнению, какой из данных этапов в этом алгоритме для обучающихся становится более пока сложным? И какие виды помощи вы для этого используете? Наверное, это когда мы ставим проблему, что мы исследуем и для чего нам это нужно. Вот эта проблема, это для нас пока самое сложное, потому что особенно когда это малыши, то вывести проблему или поставить проблемный вопрос им очень-очень сложно. Вот. Поэтому, конечно, мы сегодня активно пользуемся учебником, который нам уже дает готовые проблемы в конце учебника.
Или мы пользуемся платформами, я их тоже показывала, там тоже уже есть готовая проблема. Спасибо. Ну, конечно, мы все с вами знаем, что система образования реализуется еще и на уровне дошкольного образования. Такие программы тоже есть. Наверное, в вашем муниципалитете они тоже появятся. И вы, собственно, создали вот эту преемственность. Ну, а сейчас можно аплодировать. Спасибо, Оксана Александровна. Пожалуйста, проходите в зал. Уважаемые друзья, мы продолжаем и приглашаем для обсуждения методической мастерской Ануфриева Дениса Григорьевича. Учитель математики и информатики муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии при главе муниципального района Сосногорск. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Вам слово. Позвольте еще раз представиться. Меня зовут Ануфриев Денис Григорьевич, гимназия города Сосногорска, учитель математики, физики, информатики и технологий когда-то еще был, и астрономии. То есть очень много всего. Да, всего, да. Тема моей методической мастерской – это решение практико-ориентированных задач для формирования математической грамотности. Пожалуйста, уважаемые члены жюри, вопросы? Денис Григорьевич, тоже вопрос может быть вкупе. Вот вы используете при проектировании практико-ориентированных задач элементы, вернее, используете ли вы при применении вот практико-ориентированных задач, опять же, какую-то дисциплинарную интеграцию? Да, и если да, то каким образом? Ну, учетом того, что я веду множество предметов, в одних и тех же классы бывает, то связь на моих уроках очень часто я могу отсылаться, то же самое, допустим, там, на математике я могу отсылаться к физике, если мы говорим про старшие классы, да, если там к информатике и так далее, ну, то есть я веду много предметов, поэтому связь тут, ну, я часто использую это. Если же мы говорим про младшие классы, то да, естественно, мы делаем взаимосвязь с другими предметами, и даже не только с предметами, но и вообще с жизнью в целом. То есть это может быть ну, что угодно вообще, то есть начиная от спорта, музыки, там, живописи и так далее. То есть... Спасибо. Денис Григорьевич, скажите, пожалуйста, вы задачи придумываете, которые пост, да, вы называете, дети придумывают задачи. Скажите, пожалуйста, есть ли оригинальные фабулы задачи, которые придумали именно дети? Ну, скажем так, здесь есть слишком оригинальные фабулы. То есть, во-первых, если мы говорим про 5 класс, то они могут, скажем, дурачиться, да, и придумать какие-то смешные задачи. Ну, допустим, например, вот сейчас 6 класс, у них была такая задача, что, ну, два у нас есть друга, грубо говоря, два мальчика, и один придумал, что второй там использовал за год, там, не знаю, там, 150 рулонов туалетной бумаги, да. То есть это как бы смешно, но у него была такая фабула. И это может быть разнообразно. Опять же, это зависит от фантазии детей. Некоторые скромничают, это может быть что-то похожее, то, что было на уроке, а некоторые прямо раскрываются в полной мере. То есть там все что угодно может быть. А как вы тогда дозируете их фантазию? То есть... Ну, дозирование фантазии, мы говорим, что это было, не отходило от реального мира, да, то есть чтобы это не было какие-то цифры или значения или какое-то решение, которое прям не соответствует жизни. То есть, опять же, с учетом того, чтобы задача соответствовала жизненной ситуации. Ну, вот, опять же, то же самое туалетная бумага, да, но понимаем, что это ну, не совсем возможно. Поэтому как-то регулируем это. Практикоориентированные задачи встречаются, разве преподаватель столько предметов только на уроках математики составляют учащиеся или и на других предметах? Не только на уроках математики, ну, как я сказал, на тех уроках, которые я веду, их на всех использовать можно, да и использую практикоориентированные задачи. На формирование каких результатов в большей степени влияет работа вот с такими позами? Ну, математическая грамотность, у нас в первую очередь финансовая грамотность, то есть задачи с финансовой направленности это постоянно. Это у нас читательская грамотность, потому что у нас в задачах необходимо, ну, там избыточные данные, и там необходимо найти нужную информацию или, может быть, недостаточные данные. В принципе, и все остальное тоже. То есть, ну, в большей мере вот это то, что я назвал. Метапредметный, да? Да. Скажите, что вас побудило вообще для создания таких задач? Ну,
скажу так, что в гимназии я работаю всего 3-й год, но до этого я работал в техникуме, и я эти задачи, мы с ребятами придумали уже неосознанно, да, то есть постепенно, и это в итоге формировалось, вот создание таких задач. Ну, а с учетом того, что в обновленном ФГОС как раз-таки говорится, что должна быть практическая часть, то есть разработка вообще, математика должна связана с жизнью, да, то как раз-таки практика ориентированные задачи, они в целом удовлетворяют вот это вот задание. То есть показать связь математики с реальным миром. Скажите, насколько трудно преобразовывать задачи уже готовые? Преобразовывать... Или легче придумывать новые? Ну, здесь я бы не сказал, что это трудно в плане того, что одна труднее другого. То есть если взять обычную задачу и ее как-то разбавить лишними данными, то есть там можно внести какой-то нелинейный текст, там, таблицу, диаграмму или что-нибудь подобное. Это несложно на самом деле. Но первые разы понятно, когда это было ново, здесь было проблемно. Сейчас это занимает не очень большое время. Создание же новой бывает такие случаи, что просто встаешь в ступор и не знаешь, с чего начать. Те задачи, которые у вас выложены на сайте, они очень интересные. Их достаточно много, но все-таки это закрытый банк. Нет, это еще не совсем много, то есть это еще в процессе разработки в плане того, что я веду 5 класс всего 2-й год, и по этой причине я начал это недавно. То есть оно пополняется. То есть я по мере того, как вот в 6-й класс уже не получается, я их веду, я постепенно пополняю. То есть что-то придумали, записали, то есть занес сюда. Так, Денис Григорьевич, у меня следующий вопрос. Вы сказали, что есть 2 уровня сложности практикоориентированных задач, и дальше у вас была фраза: 2-й уровень выносится на внеурочную деятельность. Каким образом строится эта внеурочная деятельность? Это факультатив, кружок, группа по интересам? То есть у что нас это? в гимназии практикуются дополнительные занятия, да, то есть обычно это по субботам. И вот как раз-таки на них мы разбираем такие 2-й уровень практикоориентированных задач. Плюс это может быть какие-то подготовка к олимпиадам или что-нибудь подобное. То есть это не для всех детей, а только для мотивированных? В большей части да. Спасибо, Денис Григорьевич. Если позволите, тоже задам вам несколько вопросов. Вы говорили как раз об алгоритме создания практикоориентированных задач, это условия, базис решения, собственно, само решение и заключение. Насколько детям понятен алгоритм составления ПОС, получается, и на каком из этих этапов вы, собственно, оказываете им помощь? В данном случае по фабуле мы поняли, что вот здесь приходится как-то объяснять и корректировать, но в отношении остальных этапов? У них затруднения, на самом деле, были на первоначальных этапах, когда они только начали этим заниматься. По мере того, как мы это чаще делали, то проблемы практически перестало быть. То есть это сейчас для них сделать несложно. Опять же, здесь дело практики. То есть фактически при данном условии вы сможете их обучить составлению практикоориентированных задач. Ну, в купе мы помним еще по ответу на вопрос, да, от Натальи Валерьевны, что это мотивированные обучающиеся. И в своей мастерской вы в конце говорите о том, что вы данный опыт как раз представляете, исходя из той образовательной среды, из тех условий, в которых вы, собственно, находитесь, реализуете профессиональную деятельность с учетом контингента обучающихся. В связи с этим скажите, пожалуйста, возможен ли перенос вашего опыта по созданию практикоориентированных задач именно в другую, например, образовательную среду, то есть там, где она отличается, может быть, меньшей ориентацией на искусство в целом, да, на литературную, гуманитарную сферу, а может быть, на техническую, либо, естественно, научную и так далее, и при других характеристиках самих обучающихся? Ну да, стоит, наверное, сказать коллегам то, что у меня гимназия, это бывшая гимназия искусств, и большей частью у нас дети, они, гуманитарии, простым языком сказать, поэтому в изучении математики они были менее мотивированы. Поэтому задача у нас подбирается именно таким образом, связано было, например, с музыкой, с хореографией, живописью и так далее. Насчет других детей, мне кажется, это будет даже намного проще, поскольку мне приходилось именно искать связь с этими
Да, видом искусств, да. Вот. Если же мы говорим о жизни в целом, то подобрать жизненную задачу, мне кажется, будет намного проще, чем такую более конкретную, узкоспециализированную. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Денис Григорьевич. Мы благодарим вас за ответы на вопросы мастерской. Пожалуйста, проходите в зал. А мы продолжаем и приглашаем для участия в нашей встрече следующего конкурсанта. Это Кузнецов Анатолий Леонидович. Учитель коми языка и литературы, русского языка и литературы, муниципальное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа села Нившера. Пожалуйста, подходите к нам, присаживайтесь. Видеоаламед, здравствуйте. Меня зовут Кузнецов Анатолий Леонидович. Я из Каткировского района, представляю школу села Нившера. Тема вашей методической мастерской? Тема методической мастерской – мини-проекты. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы. Анатолий Леонидович, скажите, пожалуйста, а мини-проекты в каких временных рамках вы организуете на уроках? Чаще всего мини-проект занимает 1 урок. То есть, если мы уже, можно, бывает, например, на 2, на 3 урока, но назвать мини-проектом уже сложнее. То есть, обычно мини-проект – это 1 урок только. То есть, на одном уроке там, в течение 40 минут дети ставят проблему. В самом начале, конечно, это детям трудно. Как уже здесь уже говорили, что проблему детям, например, составить, это даже для нас это проблема. А в чем новаторство ваше как педагога в представлении этой методической темы? Новаторство, например, из своего опыта скажу, да, я когда мы готовимся к различным мероприятиям, смотрим тоже различные, скажем, технологии, приемы, методы и так далее. Мне кажется, что мы очень часто еще приводим примеры из жизни. И что я хочу еще от себя сказать, что наша жизнь в целом это проект. И наша жизнь состоит из мини-проектов. Купить машину там и так далее. И у детей, у них получается, они формируют решение не только учебных задач и проблем, которые мы ставим на конкретном уроке, а жизненных задач. И когда мы на одном уроке, получается, из проблемы образуем продукт, у детей складывается мировоззрение, и они четче и проще начинают решать какие-то обыденные повседневные задачи. А кучам кувіш кокніджик проекция, коміш или рочи? Кушам кувіш кокніджик. Так, давайте по-русски. Конечно, сейчас, например, сейчас мы даже участвуем в программе 500+, да, потому что языковой барьер сейчас у детей, сейчас проблема в селе, то, что раньше дети в садиках не понимали русский язык. Сейчас дети не понимают коми-язык, они с садика приходят, они не понимают коми-язык, родители все коми. И получается, что проще, сейчас мы с 5 классом делали, 7, им проще почему-то на русском языке. На коми-языке почему-то труднее становится. С 8 классом мы делали, им на коми-языке им было легче. По коми-языку, по коми-литературе, по каким темам вы последние проекты выполнили? Последние по коми-языку мы делали Иначтемлов в 8 классе. Там такая проблема необъятная, да, именно про душу человека, которая никуда не может ни в рай, ни в ад. Эту проблему дети решали, очень много было интересных разных вариантов ответов. И продуктом что стало, извините? Продуктом, как сейчас модно, интеллектуальный продукт. То, что у детей в голове осталось. Там, конечно, мы на группы делились, кто-то делал рисунок. Очень интересный тоже рисунок, там и рай, и ад, и все, и земля, все было. То есть мы даже, бывает, что делаем несколько продуктов на одном уроке. Но это произведение, оно изучается несколько уроков, и не совсем мини-проект. В рамках нескольких уроков мы создали продукт интеллектуальный, то, что они для себя какие-то выводы сделали. Они сделали рисунок, написали вопросы
обязательно вопросы. Чтобы лучше понять содержание любого произведения, мы всегда составляем вопросы. Потому что бывает, когда в конце, например, мы разговариваем про персонажей, и дети путаются, вообще могут из другого произведения даже привести какие-то примеры. И последний вопрос. Составление вопросов по тексту в рамках работы проекта – это относительно какого принципа работы над проектом? Такого принципа? Да. Там 4П, да? 4П, да. Там 5П даже. Угу. Совершенно 5П. верно. Это проблема, Угу. прогнозирование, как же там, проблема прогнозирования, поиск, презентация и... продукт и презентация. Вот, значит, это у нас получается вопросы, это презентация. Они рассказывают про свои вопросы, и получается мы даже, одна группа, например, у которой продукт получился, вот эти вопросы, вот они задают второй группе, и они даже друг друга могут оценивать. То есть на этапе презентации. Да, на этапе презентации. Да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Анатолий Леонидович, как происходит деление на группы? Деление как происходит? В зависимости от задания. Ну, если, например, в зависимости от задач. Если 3 задачи, да, если класс, например, вот сейчас в конкурсе 12 человек должно быть, да, если 3 задачи, то получается по 4 человека. Конечно же, мы детей знаем, мы стараемся равномерно разделить, чтобы были и сильные, и слабые дети. Это обязательно. То есть, извините, вы сами делаете, да, деление? Получается, как я делаю? Я знаю, что, например, возьмем те 12 человек, да, за образец. Я знаю, что есть, например, сильные 3 человека в классе. Ну, хорошисты, отличники, 1 отличник и 2 хорошиста. То есть вы сами делаете? Нет, смотрите, я их зову. Я зову только 3, а они сами уже формируют себе команду. По одному выбирают из всего класса людей. То есть получается, я участвую, но они сами получаются. Дети сами выбирают себе в команду по одному человеку, по очереди. Хорошо. И еще один вопрос. А если продукт получился некачественный, то есть с ошибками, предположим, или же очень формальные подходы у группы к проекту, и получилось так, что он у вас на образовательную цель не очень влияет, да, что делать? Я считаю, что любой продукт, если ребенок поставил задачи, если он сделал, то это все равно продукт. То есть если там есть какие-то недочеты, потому что бывает, что дети нам подкидывают очень интересные сюрпризы, да, и продукт, он все равно является продуктом, и если там есть недочеты, то мы стараемся, например, несколько групп, если работает, да, если прям такие явные недочеты, то другие группы, они друг друга тоже оценивают, вот, и они оценивают, если есть какие-то недочеты, это мы выявляем и обсуждаем тоже в конце урока. А если очень формальный подход, то есть им не нравится, предположим, тема, которую вы предложили? Такое бывает. Да. Очень важно, чтобы детям было интересно. Они по произведениям, например, проблему и задачи нужно поставить таким образом, чтобы им было интересно и актуально. Если эта тема далека, они даже работать не будут. То есть как-то нужно их заинтересовать, рассказать, показать наглядно, потому что именно вот очень важно это актуальность темы. Если не актуально, если не интересно, вот получается, что у них продукт уже имеет недочеты минимальные. Как вы вмешиваетесь в работу группы во время ее работы? Или вы не вмешиваетесь? Бывает, что вмешиваюсь не всегда. Но бывает, что, например, если задачи прям посильные, легкие, быстро все идет, бывает, что вообще не вмешиваюсь. Но если есть затруднения, помогаю, подхожу. Обязательно. Но опять же говорю, что группы распределены так, что есть и сильные, и слабые, и таких невыполнимых задач обычно мы не ставим. Конечно, когда класс начинает только работать по мини-проектам, им как бы нужно на каждом этапе помогать, потому что есть определенные этапы. Вот, например, обычно немножко контролирую, а так как бы справляются в большинстве случаев сами, потому что есть определенный алгоритм, мы его проговариваем, что нужно делать. Неудачные проекты были? Неудачные. Ну, я считаю, что их не бывает неудачных проектов. Все равно дети, все равно, когда они работают, они уже в процессе этой деятельности, они впитывают информацию, они впитывают, и мы обсуждаем вопросы не только учебного плана, но и воспитательного характера. Вот. И я думаю, что неудачных проектов быть не может.
Спасибо, Анатолий Леонидович. Если позволите, тоже вопрос. Один из конкурсантов, а именно Кожина Анна Андреевна, в своей мастерской показывала лайфхаки. Я думаю, что она как раз об этом будет нам тоже говорить. Вы обозначили достаточно такую сложную проблему. Это, конечно же, обнаружение и формулирование проблемы как таковой. Можете ли вы предложить какие-то лайфхаки для наших коллег, для учителей в целом? То есть как это лучше организовать с обучающимися, чтобы они действительно понимали или увидели, что данная информация, либо какая-то ситуация и так далее может рассматриваться как проблема? Спасибо, да. Я ждал, что, скорее всего, мне будут задавать этот вопрос. Насчет проблемы, да, действительно, это проблема учителям. Самим сложно ставить проблему. Даже сами, когда готовишь урок, ломаешь голову много времени над этим. Но когда изучал тему, да, в интернете на самом деле информации не так много именно по проблеме есть, но конкретно, чтобы можно было это как-то применить, мало примеров. И нужно попытаться из жизни привести какой-то пример. Например, берем из жизни проблему, то есть это какой-то факт должен быть. Факт – это проблема. То есть, например, как мы обсуждали, у меня нет, проблема, мне нужна машина. У меня нет машины, вот моя проблема. Да? Задачи, пожалуйста, что нужно для этого? Мне нужны деньги. Задачи какие? Нужно заработать деньги. Это поменять работу, подрабатывать. Не обязательно так кардинально. Да, я не знал, что это... Нет, дело в том, что нам сообщили, что Наталья Владимировна хотела посмотреть мастерскую, может быть, она услышит. Подработать, можно взять кредит, можно занять у кого-то. И результат, продукт будет то, что я куплю себе новую машину. То есть нужно из жизни попытаться приводить примеры, потому что я сидел, прям дома сидел и приводил примеры, разговаривал с учителями, с детьми разговаривал, да, и действительно только из жизни, когда у нас это будет легко получаться, проецировать в учебу на конкретное произведение, тогда это будет легко. То есть, резюмируя, можно сказать, что наиболее очевидные и понятные из жизни проблемы, которые могут воспринять на определенном возрастном этапе дети, мы их можем использовать для того, чтобы ввести в этот контекст проблемная ситуация или проблема. Да, все верно. Спасибо. Спасибо, Анатолий Леонидович. Мы благодарим вас за ответы на вопросы. Спасибо. Пожалуйста, проходите в зал. А мы с вами продолжаем и встречаемся со следующим конкурсантом. Это Кашкина Юлия Михайловна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Пуелдина. Добрый день, Юлия Михайловна, пожалуйста, Добрый вам день. слово. Здравствуйте, меня зовут Юлия Михайловна, я представляю Цицельский район, село Пуелдина, и моя методическая мастерская называлась «Подбери ключ к своей памяти» или «Приемы запоминания на уроках английского языка». Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы? Очень актуально, по памяти. Юлия Михайловна, добрый день. У меня, во-первых, вопрос как мамы. У меня ребенок учится во 2 классе. Как вы думаете, запоминают дети, второклассники, родители которых не владеют английским языком и помочь не могут? Для меня это тоже актуально, как для мамы, потому что мой ребенок в 3 классе обучается, и я делаю все возможное, чтобы он запоминал, например, слова. У меня есть такой метод запоминания слов. Клеить на стену в какие-то определенные места, чтобы он натыкался на это слово и запоминал, допустим, или таблицу умножения. Но сейчас, я сталкиваюсь с такой проблемой, что родители не могут помочь детям, но сейчас время не стоит на месте, есть много интерактивных упражнений, тренажеров, дети любят подобные задания, работают на платформах, и думаю, эту проблему легко сейчас решить. Что самое печальное, трудно запомнить произношение. Мы пытались выйти в онлайн-тренажеры, на голосовые, там разные произношения. Вы знаете, как сейчас современные дети, у которых мамы не говорят на английском, запоминают? Мы этот звук пишем на русском языке. Вот такой способ запоминания. Как вы считаете, он будет эффективным? Многие дети, да, грешат таким методом. Я ругаю таких детей, которые пишут русское слово, английское слово русскими буквами, так скажем. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть?
Сейчас есть, еще раз напоминаю, да, такие программы, которые достаточно хороший звук, да, для произношения. Мы, честно говоря, не касаемся вот именно значков артикуляции вот этих звуков, да, вот конкретно на уроках, да. Я не ставлю такую прям тему, да, проблему, чтобы писать звуковое обозначение этих слов. А мне так хотелось попросить вот нашего учителя, я к ней уже обратилась, говорю, а можно вот каждый урок, после каждого урока, это несложно, голосовое сообщение в группу класса, вот просто произношение этих слов. Это будет польза от такого запоминания? В начальной школе есть видеоуроки специальные, коротенькие, разные. прямо определенные слова тренируются. И это очень полезно для родителей. Вот я всегда отправляю такие уроки, чтобы дети послушали еще раз после урока уже и, наконец-то, поняли, как произносится слово. Им легче дозированно давать определенные слова. Спасибо. И последний вопрос. Вы этим вопросом, я понимаю, занимаетесь не первый год. Какой прием запоминания для вас стал открытием и дал именно тот ожидаемый результат, а может даже выше? Вот на методическом объединении учителей английского языка как раз узнала про интерактивный тренажер, очень полезный для меня, и это для меня было действительно открытие. У них очень простой интерфейс, можно любое упражнение буквально ставить за 3 минуты. Там есть и тренировка произношения, и написание, и тест, и даже игра, и детям это очень действительно интересно. Отправил ссылку, ребенок потренировался, дома в любое время можно загрузить на телефон и потренироваться. Вот это для меня стало действительно открытием. И коллеги тоже посоветовали определенные платформы, я тоже на них работаю сейчас. Они универсальные, можно на любом предмете тренироваться. Спасибо. Юлия Михайловна, как часто вы используете на уроках эти видеоприложения, о которых вы говорили в методической мастерской? Я бы не сказала, что очень часто работаю именно на уроках. На уроках есть и другие способы запоминания слов и предложений. Это скорее для внеурочной деятельности детей, как я уже сказала, чтобы они дома уже в качестве домашнего задания получили подобное задание. Вот так я занимаюсь. Не всегда бывает доступ в интернет в нашей сельской школе, поэтому все-таки это больше на внеурочку или домашнее задание. Скажите, пожалуйста, почему вы именно такую тему выбрали для методической мастерской? Для вас это действительно самая большая проблема в образовательной деятельности вашей? Потому что английский — это же объем слов, это лексический запас определенный должен быть, и активный, в том числе и пассивный, может быть, у детей. И для меня лично это тоже проблема развития памяти и у себя, и у детей, и у своих собственных детей. Да, это для меня очень важно. Хорошо, я продолжу вопрос коллеги. Скажите, пожалуйста, вот все-таки я не очень поняла. Записывать произношение слов вы как рекомендуете? Если действительно ребенку сложно запомнить слово, в редких случаях можно записать какое-то трудное слово. Да, я не очень поняла, как записать. Русскими буквами можно записать. Буквами? Вот редко, но можно, наверное, почему все-таки. вы ничего не говорите о транскрипции? Транскрипция — это сейчас как-то отошли от этого, мне кажется, многие учителя английского языка, что именно транскрипция, да, потому что очень много времени. Почему отошли? Я такой редко практикую, что именно транскрипция. Да. Потому что в словарях это дается, и мы произносим, можно послушать в учебнике. То есть получается, если ученик самостоятельно дома занимается, и он не может слово прочитать, это новое слово, а его не научили транскрипции, и у него нет видеоприложения, то он никак не сможет это слово прочитать. Может всегда обратиться к учителю, например. Еще раз если он дома самостоятельно. В учебнике есть словарики, обязательно в каждом учебнике есть отдельные словари, издаются, и там есть транскрипция. Более сложные слова, да, я могу дать транскрипцию, а более простые, мне кажется, это не имеет смысла. Я почему так долго уточняю, потому что со 2 класса идет обучение транскрипции. Вы не обращаете внимания на нее, да? В учебнике как таковом, по которым я работаю, не делается упор именно на такие значки. Понятно, спасибо. Юлия Михайловна, в своей работе вот вы говорите об особенностях процесса запоминания по вашему, по языку, изучению языка, с учетом возрастных особенностей. Вот могли бы привести примеры по ассоциациям? Вот, как правило, наверное, это в каком возрасте вы применяете данный прием, то есть ассоциации при запоминании, и как вы их формируете, эти ассоциации? Хорошо. У меня была разбита таблица для младших школьников, для среднего звена и для старшеклассников. В младшем школьном возрасте ассоциации тоже имеют место быть, я считаю.
потому что у них развито воображение, ассоциативный ряд они могут уже построить. Ну, например, они могут строить ассоциации с русским языком, например, тем же самым, допустим, с коми-языком иногда тоже помогает, потому что есть коми-дети, да? Например, какое-то слово именно ассоциируется с коми-языком, и они его легко запоминают. Ну, то есть эти ассоциации вы формируете вместе с детьми, да? Так? Да, в том числе они и сами могут какие-то ассоциации построить в своей голове. Понятно, спасибо. Ассоциации по смежности, по сходности и так далее. Да? То есть возвращаемся как раз к Эббингаузу, Герману. Вопрос, в общем-то, не о кривой, может быть, забывания, которое мы учитываем, и возрастных особенностях памяти, потому что вы это действительно показали, рассказали, и даже в системе Лейтнер. Но вопрос об эффективности использования вот этих приемов, потому что в методической мастерской в основном сделали упор на достижениях и наградах. А в целом, как поменялось, может быть, качество именно предметных результатов, в первую очередь, наверное, при использовании вами вот данной системы приемов запоминания на уроках английского языка? Тренируя память на своем предмете, мы тренируем память и как бы делаем вклад, наверное, и в другие предметы тоже, да, допустим. Считаю. И вы приводили еще такое средство, как ведение дневника. Насколько дети вот, ну, как бы могут или хотят делать этого? Я в своей мастерской говорила о том, что я пока еще не работала с дневником. Я сказала, что в будущем наиболее мотивированным школьникам я предложу вести именно дневник. Ну, вот с точки зрения прогноза, как вам кажется? Ну, здесь, наверное, захотят тоже... они вести дневник или нет? Ну, есть такие дети, что захотят. Ну, насколько я знаю своих собственных детей, которых я веду свой предмет. Спасибо. Спасибо, Юлия Михайловна. Мы благодарим вас за ответы на вопросы. Просим пройти вас в зал, пожалуйста. Ну, а мы продолжаем и приглашаем коллегу Юлию Михайловну Юлию Винарисовну Морозову. Пожалуйста. Учитель иностранных языков, английского и французского языка, как сегодня говорила Лилия Винарисовна, представляющий муниципальное автономное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа села Летка. Вам слово, Лилия Винарисовна. Добрый день, уважаемые члены жюри, участники конкурса, дорогие коллеги. Ну, как и всех остальных, меня тоже уже представили. Повторюсь, меня зовут Морозова Лилия Винарисовна. Я являюсь учителем французского и английского языков общеобразовательной школы села Летка, представляю Прилузский район. Готова ответить на ваши вопросы. Тема вашей мастерской? Да. Тема моей мастерской называется «Развитие речевых компетенций как одного из универсальных учебных действий коммуникативных посредством активных методов обучения». Уважаемые члены жюри, пожалуйста, ваши вопросы. Лилия Винарисовна, вот просмотрев вашу методическую мастерскую, у меня возник вопрос. Вот что вы относите к условиям, которые направлены на развитие речевых коммуникаций обучающихся по вашему предмету? К условиям я отношу те методы и приемы, которые я использую на уроке, то есть как я организую урок сам, собственно. И также еще и возрастные и психологические особенности детей каждой группы, каждого класса. Это является условиями развития всех коммуникативных универсальных учебных действий в общем и целом в совокупности. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Лилия Винарисовна, по поводу вашей методической мастерской, когда вы рассказывали о том, как работаете над своей проблемой, вы привели в начале пример, почему вы поставили такую проблему, это результативность ВПР. А дальше, когда вы заканчивали уже свою презентацию, вы сказали, что результативность ваша основная – это по успеваемости и по качеству обучения. То есть получается, что несколько иначе по результативности ВПР шли показатели. Вы потом к ним не вернулись в своей методической мастерской. Вы их не рассматриваете в своей работе?
То Я есть не- привели просто как пример, то есть дальше вы не рассматриваете, то есть не сравните со своими результатами и так далее. Вы только результативность оцениваете по качеству успеваемости, ну и по средним каким-то показателям. Я результат своей работы оценила именно вот по тем показателям, о которых я говорила, потому что я работаю в этой, ну, сейчас вот в сельской школе только лишь 2 года и преподавала в 5 и 6 классах. А всероссийские проверочные работы пишутся в 7 классах. И у меня, к сожалению, пока нет такой возможности сравнить результаты написания работ моими учениками, тех, которых я Не обучила. результаты ВПР я имела в виду, а показатели, которые критериальные. Да, ВПР. Ну, я не вела учет, не мониторила, честно говоря, вот эти все критерии, но по моим личным наблюдениям я вижу, что повышается мотивация к изучению иностранного языка. Она очень важна, мотивация. И я думаю, что это приведет к повышению уровня знаний, к овладеванию теми критериями, которые оцениваются при вот проверке всероссийских проверочных работ, при проверке ВПР. Хорошо. Вы показали активные методы обучения, ну, вот, приемы, да, мозговой штурм и так далее. Это полный перечень того, что вы используете, то, что вы показали в презентации? Нет, я озвучила только лишь 3 Наиболее удачные, приема которые. и наиболее часто применяемые мной. Мгм. Почему вы решили брать только приемы? Вы думаете о том, чтобы заняться технологией какой-нибудь, которая Активные понравилась бы вам? методы обучения мне нравятся тем, что они могут быть использованы в любой технологии практически. И их можно применить, комбинировать. Все зависит от творческого подхода учителя и от самих учеников, от уровня их эмоциональной раскрепощенности даже. Хорошо, понятно. Скажите, пожалуйста, мозговой штурм как прием вы используете, на каком языке дети его проводят? Но если это более подготовленные, более сильные ученики, то на иностранном языке, и на французском, и на английском возможно реализация этого приема. Если же нет, то сначала на английском я проговариваю цель и вопрос, над которым будут думать дети, и затем дублирую на родном языке, на русском языке. А они обсуждают на каком языке? Это тоже зависит от условий. Ну, во многом стараются, конечно, на английском языке дети. Да. В этот момент вы их речь контролируете каким-то образом? Исправляете? Да, конечно, специфика преподавания иностранного языка такова, что если ученик ошибается, надо сразу исправлять речь, чтобы запомнилось правильное произношение слова. Ну, тогда нарушается потоковое мышление, да, потоковая речь нарушается у детей. С чем-то смысл мозгового штурма? Я сейчас вас не критикую, я задаю вопросы. Смысл мозгового штурма все равно не теряется, потому что при исправлении и при произношении учеником, совершившим ошибку правильно, дети все запоминают правильное произношение. При этом, ну, на моей практике они не теряли своих мыслей, они все равно предлагали свои варианты ответа потом. Ну, данный прием мозговой штурм я часто использую при постановке цели учениками цели урока. Ну и, например, у нас была тема medical check, медосмотр. Я появилась сама, начала урок в образе доктора. Мы, кроме этого, посмотрели картинки на презентации. И я задала вопрос, как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? И дети предлагали много вариантов ответа, связанных, многие слова высказывали по теме медицины. Ну и подразумевалось, что это не первый урок, и поэтому они знали слова, естественно. И как-то вот они ошибок таких прям произносительных не допускали, я не исправляла. Но тем не менее, если я и исправляю, они потом все равно, я повторюсь, да, остальные, их одноклассники, одногруппники, они отвечают, ну, свои варианты ответа предлагали тоже. Ну, как-то дети привыкли, что на иностранном языке я всегда говорю, если я вас исправила, пожалуйста, повторите.
и они на это не зацикливаются. Винарисовна, да? Вопрос такой. Разучивание песен на английском языке. Как способствует развитию речевых компетенций? Разучивание песен. Ну, пополняется их словарный запас, разучивая песни, они запоминают не только ведь произношение, у них смысл песни в голове картинками проявляется. Но их это видно, особенно если песенка с движениями. Я сейчас говорю о таких песнях, потому что я преимущественно работаю еще и с начальной школой. Преподаю со 2 по 4. Ну и я думаю, что разучивание песен, как и любой другой этап работы над материалом на иностранном языке, тоже способствует развитию. Вы сопровождаете какими-то образами, визуализацией какой-то на экране, может быть, или еще как-то? Да, преимущественно это даже не просто песня, не просто аудирование, а видеоклип какой-либо. Вы музыкальное образование еще имеете, или это идет как видеозапись просто? Как видеозапись, да, я пользуюсь готовым материалом. А как вы соотносите такие два явления, как игра и АМО? Игры имитационные, неимитационные, деловые игры, они тоже являются активными методами обучения. Тут главное условие, чтобы учитель четко регулировал, дозировал вот эти элементы в уроке, чтобы весь урок не был игрой. То есть это игра, прием активных методов? Да, это один из активных методов обучения. Да. Спасибо. Спасибо, Лилия Винарисовна. У меня вопрос такого плана. Одинаково ли влияние тех приемов, о которых вы говорили, на говорение, аудирование, чтение и письмо? Что вы в большей степени, может быть, используете для развития говорения, для формирования? Ну, активные методы обучения, они в основном своем, в основной своей совокупности направлены на развитие в большей степени таких речевых видов деятельности, как говорение, аудирование, чтение. Вот развитие письма, конечно, минимально, но я все равно стараюсь компенсировать, вносить как-то свое видение, дополнять некоторые задания. Например, пантомиму я дополняю тем, что в пантомиме мы развиваем говорение, аудирование и чтение. А письмо, как можно развивать? Я говорю, что, например, сначала запишите вопрос, который вы будете задавать тому, кто выступает, актеру, так скажем, или записывайте те действия, которые уже изобразили, показали. Спасибо. Спасибо, Лилия Винарисовна. Мы благодарим вас за ответы на вопросы. Да, вы можете проходить в зал. А мы продолжаем и приглашаем к нам для общения Лялькину Елену Валерьевну, учитель русского языка и литературы, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, Новоборская средняя общеобразовательная школа имени Черепанова. Добрый день, Елена Валерьевна, пожалуйста, присаживайтесь. Наверное, надо включить. Звука нет. Еще раз попробуем. Здравствуйте. Тема моей методической мастерской – исследовательские вопросы как средство погружения в смысл текста. Спасибо, Елена Валерьевна. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы. Елена Валерьевна, если позволите, у меня следующий вопрос. Чем отличается исследовательский вопрос от вопроса к тексту вообще? И если можно, приведите на конкретном примере, например, на какой-нибудь, самой простой банальной сказке, пример исследовательского и неисследовательского вопроса. Хорошо. Я поняла ваш вопрос. Значит, во-первых, существует таксономия Блума, которой я, естественно, в свое время занималась и на которую в свое время опиралась. Это о вопросах вообще. К тексту можно задать самые разные вопросы. Вопросы на знание текста, вопросы уточняющего характера, вопросы, соответственно, на понимание. Далее творческие вопросы,
вопросы на применение. Вот это вопросы вообще. То есть задай любой вопрос к тексту, да? И тогда неважно, какой вопрос задает ребенок. Может спросить, как называется текст, как зовут героя. Это тоже вопрос, в принципе, к тексту. Вот. А исследовательский вопрос нацелен в первую очередь на то, чтобы вскрыть какие-то смыслы, которые, возможно, даже в сказке на поверхности не лежат. Возьмем сказку «Курочка-ряба». Кто главные герои сказки? Вопрос к тексту. Что произошло в итоге с яйцом? Вопрос к тексту. А вот исследовательский вопрос. А почему дед и бабка заплакали, когда яичко разбилось? Ведь они до этого сами по нему стучали. И здесь даже взрослые люди, когда бывает на мастер-классе, допустим, я когда-то задавала этот вопрос, начинают задумываться, а правда, почему? Они же только что этого добивались сами. Уточните, пожалуйста, для присутствующих, взяв за основу своего ответа таксономию Блума, вы сейчас что имели в виду? Какой-то из уровень постановки, да, учебной задачи? Я сейчас пыталась через таксономию Блума показать, как много вообще существует разных самых вопросов к тексту. То есть если мы формулируем в данном случае просто вопрос о вопросе к тексту, то это любой вопрос из таксономии Блума. Хоть на понимание, хоть на применение, хоть творческий вопрос, да, любой вопрос. Я вот пыталась вот именно эту часть таксономию проиллюстрировать. Ну, даже уровень понимания, он может быть, да, совершенно различным, и как исследовательским, так и неисследовательским. Абсолютно да, точно. Поэтому об основе, да, ответа передаю. Елена Валерьевна, вы сказали в своей методической мастерской о том, что текст — это материал для смысла порождения. У меня вопрос: как избежать искаженного понимания смысла текста? Для этого должны быть очень четкие критерии в работе с детьми исследовательского ответа. Потому что на исследовательский вопрос должен быть конкретный ответ. Вопрос этот обязательно относится к тексту и подтверждается ссылкой на текст, на звук, на цвет, на какую-то фразу персонажа, на какой-то отдельно взятый эпизод. Ну, в зависимости от того, о каком тексте идет речь, о поэтическом или прозаическом. Нужно очень внимательно следить за тем, чтобы ребенок исследовал именно текст и опирался на него. Это именно в данной методике. Значит ли это, что учитель всегда хорошо понимает смысл текста, потому что он прогнозирует ведь ответ учащихся? А если будут вопросы такие, о которых учитель даже не предполагал в ответах своих, такое может быть? Теоретически такого быть не должно. В первую очередь учитель сам должен вскрыть все необходимые смыслы текста. Как Юрий Лотман говорит о тексте как о закодированном, да, учитель должен раскодировать в первую очередь текст для себя. Работать с ребятами, учить их по тексту, который учитель сам не до конца понял, это может привести к каким-то определенным, в первую очередь, учительским ошибкам в данной работе. Конечно, да, должен учитель полностью понимать текст от и до. Понимаете, это очень актуальная сейчас проблема. Вот те фейки, которые выбрасываются в интернет, они же ведь текстовые. Следовательно, они содержат какой-то смысл, который направлен на читателя. Каким образом, вот я повторяю еще раз свой вопрос, каким образом избежать искаженного понимания смысла? Как вы этому учите? Читательская грамотность. Мы в первую очередь развиваем у детей читательскую грамотность, то есть умение, я в первую очередь развиваю у детей читательскую грамотность, то есть умение использовать те знания, полученные из текстов и навыки в работе и с различными фейками в том числе. У нас есть хорошая в подпрограмме по смысловому чтению 3-я часть, где ребенок должен как-то отнестись к тексту, да? Так называемые приемы «доверяю, не доверяю». Ребенок должен уметь анализировать, оценивать текст, и, конечно же, я этому тоже учу. В моем прошлом опыте работы в предыдущем учебном заведении я даже сама создавала такие тексты и использовала их в различных видах, в том числе в неурочной деятельности, и учила детей разбираться в этих вот таких ловушках в тексте. Хорошо, я продолжу. По курочке-рябе тогда. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что они заплакали, разбив яйцо. Почему? Да, потому что, по идее, сами этого добивались. Приведите пример искаженного понимания смысла тогда, исходя из этого исследовательского вопроса.
Искаженного понимания смысла курочки рябы? Ну, они позавидовали, что это сделала мышка, а у них не получилось. Хорошо, тогда вы назвали это искаженным пониманием. Если это искаженное понимание, и дети его высказывают, что в этом случае учитель делает? Чтобы не было искаженного понимания, как здесь уже тоже другие коллеги говорили, должна быть проведена перед тем, как зайти в текст, работа с определенными культурными кодами. Если в данном случае мы имеем дело со сказкой... Вот конкретный пример, вот именно этот. Яйцо. То есть в данном случае, если мы имеем дело со сказкой, мы должны вместе с детьми понять, дать детям понимание, что же значит вот это вот золотое яйцо. Достаточно ли только знаний литературы для того, чтобы искаженного понимания смысла не было? Безусловно, недостаточно только лишь знания литературы. Это должен быть, конечно же, широкий кругозор. И именно предмет литература, я считаю, что обладает прекрасными возможностями для этого. И именно уроки литературы подходят для того, чтобы говорить и о художниках, и об истории, об исторических событиях, явлениях. И даже о политических событиях, разумеется, в необходимом, согласно нашей государственной политике, ключе. То есть вот как раз литература в этом плане – это работа с душой, и это очень широкое поле для того, чтобы расширять кругозор детей. Безусловно, без знания каких-то культурных ценностей, вот этих вот моментов, ребенку будет сложно вскрыть любой текст. Понятно, будет ли что-то на вашем уроке, которое вы будете показывать, что-то об этом, о смыслосодержании? У меня будут исследовательские вопросы на уроке. И, естественно, так как класс я вижу первый раз, и мы с ними не работали, то мы будем работать на первом этапе. То есть исследовательские вопросы будут исходить от учителя. То есть вы покажете как раз подготовку к тому, чтобы не было искаженных смыслов, да? Мы это увидим? В какой-то степени я постараюсь, конечно, это показать, насколько мне позволяет это материал урока. Хорошо, спасибо. И время. Елена Валерьевна, не кажется ли вам, что методика исследовательских вопросов – это вариант толстых и тонких вопросов? Безусловно, на методику толстых и тонких вопросов, то есть теории развития критического мышления, они очень похожи. Да, толстые и тонкие вопросы, но в чем заключается изюминка этой методики, о которой говорю в своей мастерской я? Вот именно в обращении к тексту, во вскрытии всех смыслов текста. Мне кажется, методика толстых и тонких вопросов, она, конечно, тоже в свое время в теории развития критического мышления сработала очень хорошо. И толстые вопросы, то есть как раз-таки вопросы, которые требуют размышления. Но мне не нравится, что там вот в этой методике все вместе. Слишком мало видов вопросов. Ромашка Блума в этом отношении мне нравится больше. И вот эта вот теория исследовательских вопросов, которая в первую очередь для меня часть технологии смыслового чтения, именно в технологии смыслового чтения исследовательские вопросы – это вопросы, опирающиеся на текст, и именно текстом же и подтверждающиеся, когда ответ берется именно из текста. Вот в технологии смыслового чтения для меня это значительно более, скажем так, эффективно в работе с детьми. С этими вопросами я работаю с 2014 года, то есть когда мы начинали, нам, в общем-то, еще даже на конкурсах говорили, у вашей методики нет никакого подтверждения. А сейчас посмотрите ФГОС 2021, базовые исследовательские умения. Там исследовательские умения, вот этот вот вопрос исследовательский, это основной инструмент, да, развития у детей базовых исследовательских ОУД. Как вы оцените сформированность у учащихся или, скорее всего, результативность реализации этой методики на уровне конкретного класса? На уровне конкретного класса, естественно, через диагностику. У меня есть опыт разработки диагностических материалов. В данный момент в школе, в которой я работаю всего лишь 2-й год. С 5 классом, с 6, точнее, сейчас уже, да, вот. И, в принципе, где-то по окончании 6 класса можно будет уже разработать небольшую методику по диагностике. А критерии оценивания вы лично разрабатываете? Или они готовые есть? Критерии оценивания мы разрабатывали лично. Критерии оценивания определенных каких-то умений уже есть в опыте работы.
А можно и, естественно, сесть и разработать, опираясь на все необходимые для этого документы, в первую очередь на ФГОС 2021, на азы читательской грамотности, ну и, конечно же, на то, чем я с ними занималась. У вас можно посмотреть вот эти разработки в каком-то общем доступе? Эти разработки существуют. Эти разработки есть в интернете. Ваши, да? Да, ну вот именно диагностический инструментарий. Да. Он у нас на Фейсбуке в наших закрытых группах Пермского края. Вот мы там их все выкладывали. В том числе и я там выкладывала свои разработки. Но я могу принести книгу, показать. Спасибо. И последний вопрос. На примере 5 и 10 класса. 5 класс, допустим, рассказ Тургенева «Муму», и возьмем Солженицын «Матрёнин двор». Как бы сформулировали вопрос для 5 класса, исследовательский вопрос, и как бы вы сформулировали для старшего класса? Ну, старшие классы уже владеют технологией исследовательских вопросов теоретически. Для них можно задание так и сформулировать. Задайте, пожалуйста, исследовательские вопросы, то есть сколько сможете. Ни в коем случае не ограничивайте их в количестве, то есть 2, 3, 5, 6. В данной технологии очень важен личностно ориентированный подход. Сколько вопросов смог ребенок сформулировать? Молодец. 1. Молодец, зато какой прекрасный вопрос. Да? А для детей это может быть просто 100 тысяч «почему?». Давайте зададим как можно больше «почему» к данному тексту. Вот посмотрите все, в первую очередь, места, которые непонятны. В чем основной смысл этой работы? Дети должны научиться задавать эти «почему» к тексту. Они не должны, как сказать, закрывать текст и на этом останавливаться. Если они что-то не поняли, они должны уметь задавать эти вопросы сами к этим непонятным местам, еще читая. И если они не нашли ответов в этих текстах сами, они должны прийти на урок и задать их учителю, одноклассникам. Вот почему здесь так, как ты понял? Почему здесь так, как ты понял? Мой опыт показывает, что старшеклассники не задают этих вопросов. Особенно остро это звучит, когда мы начинаем готовить детей к ЕГЭ, а 27-е задание по русскому языку. Там такие тексты, где нужно задавать вот эти вот «почему». Иначе дети начинают формулировать проблему, которая не существует в этом тексте, затем пытаться ее доказать, а доказать ее невозможно, тогда я задаю вопрос. И как ты думаешь, почему ты не можешь сейчас эту проблему доказать? Понятно. Спасибо. Спасибо, Елена Валерьевна. Я чувствую, как аудитория. Неужели он еще что-то задаст? Какой-то вопрос и так далее. Нет, я просто хочу прокомментировать. Елена Валерьевна в своей методической мастерской, она, вот как мне показалось, создала такой образ. Вопрошающий ребенок. То есть те вопросы, да, которые он может задать, и насколько мы действительно стимулируем данную активность ребенка, который любознателен в отношении окружающей его действительности. Мы благодарим вас за ответы на вопросы, Елена Валерьевна. Пожалуйста, проходите в зал. Ну, а для завершения первой части конкурсного испытания «Методическая мастерская» мы приглашаем Шадрина Олега Валерьевича, который представляет лицей номер 1 города Сыктывкара. Все мы с вами знаем, что у него сегодня день рождения, поэтому для тех, кто с нами онлайн, да, вы можете еще раз его поздравить. Олег Валерьевич, пожалуйста, вам слово. Так, здравствуйте. Попробуйте сказать. Вот. Пошел. Здравствуйте еще раз всем. Нет, звука нет, да? Есть? Хорошо, продолжите. Здравствуйте еще раз всем. Меня зовут Шадрин Олег Валерьевич. Я учитель химии МАУ лицея номер 1 города Сыктывкара. Моя мастерская называлась «Азы химии». Коллеги, пожалуйста, вопросы? Да. Олег Валерьевич, вот вы можете в рамках вот вашей методической мастерской, которую я посмотрел, предложить какой-то обобщенный алгоритм для разработки и проектирования этих вот дифференцированных продуктивных заданий? Или вы используете готовые эти задания, или вы что-то видоизменяете? Подготовить все материалы на весь курс будет тяжеловато, поэтому я, конечно, использую читательскую и функциональную, то есть с интернета взятые материалы. Ну и часть, конечно, разрабатываю сам, потому что на 4 класса подготовить весь материал будет очень сложно. Единственное... Аж сам испугался.
Единственное, что бывает задание с читательской грамотностью, которое вот сделан акцент именно на... И вопросы, бывает, что я меняю в этих заданиях, потому что не соответствуют тем критериям и тем вопросам, которые я бы хотел задать и получить ответ на них. Ну, вот какие вот эти критерии с точки зрения, вот вы берете задание, оно вам не устраивает? Да, мне больше интересует именно умение выстраивать логические цепочки. То есть мне как химику, мне нужно от ученика больше именно умения мыслить, умение что-то доказывать, рассуждать. И по ходу этих рассуждений вытаскивать какой-то конкретный ответ. То есть меня интересует как практика больше именно это. Спасибо. Олег Валерьевич, с днем рождения, во-первых, еще раз, как бы, да, Спасибо не то, что, во-первых, уже на десятых. У меня вопрос такой. Вы говорили об уровнях подготовки детей, низкий, базовый, высокий. Кто эти группы определяет или каким образом определяются эти группы? По уровню успеваемости или, может, какие-то еще критерии есть? Ну, вообще, если речь идет о дифференциации обучения, то понятное дело, что я в очень удобной позиции, 8 класс, дети уже подготовлены, и я информацию о детях собираю уже с 7 класса. То есть мне нужна информация по физике, то есть чтобы посмотреть, как они логически умеют рассуждать, математика, то есть как они могут решать задачи в целом. Ну и геометрия – это вот вообще абстрактный предмет, строить модели, молекулы, ну не молекулы в целом, а модели каких-то фигур и так далее. То есть вот эти предметы очень важны. Поэтому в 7 класса я уже начинаю собирать информацию о детях. И в 8 классе в химии первая четверть, она очень удобная также. То есть там больше требуется от детей умение рассуждать. И первая четверть, если посмотреть, там повально у всех 5. То есть это некое знакомство с химией, это возможность как раз вот построить вот эту дифференцировку. И потом уже с первой четверти у них потихонечку во второй четверти сразу спад, потому что уже вижу уровень детей и начинаю уже давать разного рода задания. Некоторые дети не выдерживают, и понятно, что потихонечку спад наблюдается. Да. Этот список по уровням, он статичный или он меняется, опять же, по уровню успеваемости? Я думаю, что от уровня успеваемости тоже, конечно, зависит. Все же, если мы возьмем параллельные предметы, например, физика и математика, допустим, и их успеваемость так или иначе накладывает отпечаток и на мой предмет. То есть не может быть такого, что по химии у него 5, по физике и математике 2, допустим. Поэтому здесь какой-то такой, я не знаю, прыгучей диаграммы какой-то не наблюдается. То есть... Ну и продолжение этого вопроса. Вы говорите о дифференцированных продуктах, то есть заданиях, да, практических. Вы их каким образом на уроке используете, если у вас все 3 группы по уровню дети находятся в классе? То есть ваш алгоритм действий как учителя. Вам нужно 3 группы заданий на уроке. Вы каким образом их раздаете? Изначально работа выглядит таким образом. То есть если у меня на каком-то этапе урока предполагается использование дифференцированных заданий, я детям раздаю всегда сначала высокий уровень. А затем уже у них на столе появляются, то есть если они поднимают руку и говорят, что я не справляюсь, я им могу в целях подсказки дать задание, но оно будет на уровень ниже. То есть тем самым ученик даже не понимает, какой уровень он делает. Это лично для меня, то есть я вижу, какие у него проблемы, и это для меня большой плюс, лично для как учителя. А обратным каким-то способом не пробовали? Сначала легкий дать, потом сложнее, или же вам принципиально вот тот подход, который вы сказали? Да, просто есть тип детей, которые, поднявшись на некую ступень, поворачиваются и начинают уже смотреть, что они чего-то добились и больше не двигаются. И с такими детьми потом очень трудно их уговорить, трудно подняться еще на одну ступень выше. А Есть по такие первому дети. способу это какой-то комплекс неудачника, то есть я не могу выполнить такие задания. Да нет, не скажу, что комплекс какой-то. Единственное, что бывает обиды насчет чего. То есть когда на столе у меня, допустим, лежат 3 папки, и красная папка – это тот минимум. И когда дети видят, что я
достаю из этой папки эту работу, понятно, что они обижаются и говорят: закройте, Олег Валерьевич, давайте мы попробуем сами эту То папку. есть есть какие-то сигналы для детей? Да, то есть, определить? что Вы сказали, если... что они не знают, какой уровень Нет, но письма. все равно они понимают, что одна папка толстая. И... Да, они все знают, да. Спасибо. Олег Валерьевич, такого дня рождения, наверное, у вас не было. И в честь вашего дня рождения подарок 30 вопросов. Шучу, конечно. Еще раз с днем рождения. Спасибо. О воде я узнала из вашей мастерской очень много. Какие продукты были составлены по итогам вот этих уровневых заданий? Может, у вас выступления какие-то были представлены? Ну, допустим, вот сейчас девятиклассники, которые пишут проектную работу, мы с ними изучали вещества как электролиты, и у нас это вылилось в достаточно интересный проект. То есть мы выбрали те растворы, которые в идеале могут быть индикаторами. И, то есть сейчас мы знаем, что обслуживание и оснащение химикатами очень трудное. И можем ли мы, своровав, допустим, из столовой, из кабинетов цветочки, сделать из этих цветочков индикаторы сами? То есть очень интересная работа, и сейчас у нас, в принципе, полное оснащение индикаторами. Да. Ну, потому что никто не разрешит. Да. А по воде не писали проект? Нет, по воде писали, да, то есть воду изучаем, но это уже... Вот там как раз вопрос звучал, есть ли еще какие-то амфолиты, кроме воды. И вот здесь больше проект как раз указывался на слабые кислотные остатки, то есть HCO3, HSO3 и так далее. То есть изучение уже этих частей, то есть уже не конкретно на воде. Использование виртуальной лаборатории сейчас очень актуально на уроках химии. Вот в изучении в рамках этой темы возможно было использование каких-то компьютерных программ? Возможно, да, но... Я больше ориентируюсь на практику. Мне больше нравится, чтобы дети трогали все руками и чувствовали вот именно каждый запах и каждый цвет видели. То есть мне это важно. Да. Спасибо. Спасибо, Олег Валерьевич. Правильно ли мы понимаем, что, в общем-то, вы ориентируетесь на высокий уровень притязаний детей и предлагаете подобные задания? И, по сути, если ребенок осознает, что он не справляется, вы предлагаете ему разные уровни помощи в виде вот тех заданий и тех, по сути, комментариев и иллюстраций, о которых вы говорили. Например, для низкого уровня, базового и так далее. То есть происходит это именно так. То есть вы ориентируетесь именно на завышенный. Но нам остается только порекомендовать изменить цвет папки. Пусть она не будет красной и не будет сигналом для этих учащихся. Мы благодарим вас, Олег Валерьевич. Еще раз поздравляем с днем рождения. Уважаемые друзья, мы завершаем первую часть конкурсного испытания «Методическая мастерская» и продолжим ее буквально через некоторое время. И встретимся в нашей аудитории без 10:04. Ну а трансляция также продолжится в это время. Уважаемые друзья, наступает момент кофе-паузы.
Продолжаем наше конкурсное испытание «Методическая мастерская». Благодарим вас за интерес к нашему мероприятию и то, что вы находитесь по ту сторону экрана с нами, а вместе с нами и участники республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022». Мы продолжаем и приглашаем для общения по методической мастерской Кузнецову Анастасию Викторовну, учителя технологии, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, лицей номер 1 города Инты. Пожалуйста. Мы вас приветствуем. Добрый день. Всё, хорошо. Здравствуйте. Еще раз представлюсь. Да, я Анастасия Викторовна Кузнецова, учитель технологии, но также я преподаю изобразительное искусство и электив «Мир мультимедиа» в 5 классах. Тема моей методической мастерской – это скрайбинг как визуализация, как инструмент визуализации в технологии Гальперина. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы. Угу. Анастасия Викторовна, степень сложности вопроса оцените сами, если что, я перефразирую. Вы очень говорите подробно, да, с таким осмыслением о развитии, да, умственных действий. Скажите, пожалуйста, вот как связано усвоение понятия, обращусь к одному из ваших слайдов, да, потребительские блага, с осознанием у тех мыслительных операций, которые разбирают, такой пример скрайбинга, дети, да, осваивают. Можете прокомментировать? Да, это был скрайб. То есть я сейчас поясню, что скрайб, да, это конечная эта карта, а сам процесс называется скрайбинг. И получается, это 5 класс, 2-я тема у нас была, именно потребительские блага. Да? То есть здесь больше мы разбираем с детьми, именно которые на их ассоциациях. То есть там вполне такие простые термины, которые они могут мне сами назвать. То есть я их наталкиваю на мысль, что материальное, что такое материальное? Это то, что мы с вами можем пощупать, так ведь? То, что мы с вами можем увидеть. И они мне называют сами. И здесь мы уже дальше, там еда, да, продукты, автомобиль, которым мы пользуемся. Также есть... Если есть материальное, то и есть нематериальное. Так? Тут возникает у них уже вопрос, а что же к ним относится? И здесь мы на таком примере, что вы же ходите в поликлинику, когда болеете. Да? То есть это мы получаем услугу. Правильно я поняла ваш вопрос? Да, с осознанием мыслительных операций. Вы неоднократно, да, это упоминаете. То есть, насчет понятия я более-менее, да, поняла. Вы подчеркиваете, да, что мыслительные операции, которые детки, да, реализуют, они, безусловно, да, на каком-то этапе могут ими быть не вполне осознаны. Но вы делаете акцент на том, что вы это сознание организуете. Да. То есть я привожу такие именно жизненные ситуации, которые им доступны именно в 5 классе. Когда у меня был случай, получилось так, что классный руководитель зашла 5 класса сделать объявление, но и она тут же является учителем обществознания. И она, когда посмотрела на доску, говорит, а это вообще что? А я говорю, это тема нашего урока. Она говорит, да. Мне это, говорит, очень пригодится. Это тема 8 класса. Потому что технология сейчас, к сожалению, вам и метапредметная связь. Да? То есть здесь именно что... В чем плюс скрайбинга? И почему именно технология Гальперина? То есть, понимаете, они используются как и в начальных классах. Можно сказать, что даже скрайбинг, он несколько видов бывает. То есть он, получается, мы с детского сада с ним знакомы на, допустим, аппликационный, когда мы рассказываем
сказку про репку, да, мы выстраиваем картинки. Вот вам, пожалуйста, аппликационный. В моей методической мастерской и видео-визитке там был применен компьютерный, то есть более сложный. На уроках, когда только-только, вот у нас обучение происходит с 5 класса в лицее, у нас детки поступают, и для того, чтобы их пробудить после математики, да, то есть после таких русского языка, мне нужно, ну, то есть, понимаете, что дети, они чуть-чуть подустают, мои предметы, да, они всегда ставятся последними, то есть, чтобы разгрузить немножко. И когда дети приходят чуть-чуть уставшие, и мне надо их опять взбодрить. Как я их могу взбодрить? Я сначала показываю компьютерный скрайбинг, они так: классно, нам же такое еще не показывали. И потом же на следующих уже занятиях это не скрайбинг, это не постоянное. То есть если я буду использовать это постоянно, то есть сладкое, если кушать постоянно, оно нам надоедает. Точно так же и здесь, что все, конечно, дозировано. То есть и опять же, скрайбинг не везде можно применить, допустим, в громкой речи. Нет, можно применить. То есть, если ребенок вспомнит полностью эту схему, он может четко все рассказать. Как бы здесь я считаю, что, понимаете, как с моей творческой стороны, я хочу именно, чтобы на картинках, чтобы это было красиво, чтобы это как-то завлекало ребенка. И вот поэтому, ну, как бы, есть, конечно, очень много, да, это и Кроусенс, который я точно так же применяю, и облако слов замечательное точно так же, как бы, ну, вот именно я пытаюсь сделать все свои уроки, как бы, яркими, запоминающимися. Ну, в силу своих предметов просто, да, донести. Да. Я рискну еще один вопрос задать. Скажите все-таки, опять же, апеллирую к тексту, да, вот, который мы прослушали на методической мастерской. Скрайбинг у вас, он про что все-таки? Про запоминание или про понимание? Больше осознание, да, понимание. То есть, смотрите, ребенок здесь именно скрайбинг, да, в чем? То есть его плюс здесь не нужно уметь рисовать. Я когда тоже проводила мастер-класс на своих учителях, мне было сказано, что я не умею рисовать. Как бы почему? Конечно, есть скрайбинг для 5 класса, а есть и для 9 класса, когда мы потихоньку усложняем. И вот смотрите, здесь именно картинки, они идут в пиктограммах. Да, разница. То есть мы, смотрите, первая пиктограмма, ну, я так думаю, что вот для вас будет самое такое, что парикмахерская. С чем ассоциируется? Расческа и ножницы, так ведь, правильно? Вот, и у детей точно так же, у них ассоциация, я им говорю, конечно, в 5 классе, когда мы только-только начинаем вот это осваивать, да, и человечки у нас получается, и стрелочки у нас другие. То есть вот здесь вот именно что идет поэтапное, и они как бы учатся. Применение, опять же, у нас есть бинарные уроки. Мы с учителями английского языка проводим точно так же бинарные уроки. Это во внеурочной деятельности, когда вот детей там объединяем. Еще скрайбинг помогает мне, когда мы делаем, допустим, проектную деятельность ведем с детьми. То есть, когда мы наглядно составляем схему нашей работы, полностью ее расписываем. Скрайбинг говорит, что это не только картинки, это ключевые понятия, да, то есть мы, там не обязательно, что именно картинка. Нет, она, то есть краткое содержание к ней тоже идет, как бы пояснение, да, вот. Я, конечно, могу, да, много рассказывать. У меня вопрос, Анастасия Викторовна, к 2 тезисам, которые были в вашей методической мастерской. Первый тезис был о том, что слово «цель» не произносится. Вот это такой, сейчас вопрос задам, это не вопрос пока еще.
Значит, дети слово «цель» знают. С начальных классов они уже это слово произносят, они знают смысл, они это слово употребляют уже в предложениях и так далее. Почему здесь обязательно нужно выполнять это условие, не произносить слово «цель»? Нет, ну почему? Здесь можно, конечно, произнести прямо такой конкретики нет, чтобы слово «цель» не произносилось. То есть можно построить именно так, вот этот вот, я на слайдах, да, делаю, именно так картинки ставлю. Вы чтобы избегаете они- этого, Да, избегаете я этого избегаю термина. этого Избегаете слова. этого термина. Да, да, да. А почему избегаете термина? Это А, обязательно условие скрайпинга? Нет, это не обязательно. То есть это ваши просто, условия? да, это я просто вот, знаете, как у меня всегда возникал вопрос, обязательно ли его произносить это слово «цель», да? Вот как бы для меня принципиально, то есть если мне сказано произносить, значит, я буду произносить, а если нет, то да, как бы, Второй тезис, который прозвучал, что не обязательно хорошо рисовать. да. Да, тогда вопрос. Пиктограммы, они очень индивидуальны могут быть. Одни дети так сделают эти пиктограммы, нарисуют их так, что они будут читаемы. Другие сделают эти пиктограммы так, что они другой группы учащихся могут быть нечитаемы, непонятны. Как тогда корректировать такие пиктограммы? Вот смотрите, когда мы только начинаем как бы, да, рисовать эти пиктограммы, естественно, я им предлагаю свое, но тот же, если ребенок не может, да, допустим, сам самостоятельно придумать, здесь же как? Я всегда этим говорю, вот прямо здесь, так как я рисую, не обязательно. Вы можете свое, так как вы запоминаете. То есть здесь в скрайбинге самое главное что? Чтобы ребенок осознал сам, что он нарисовал. Ну, мы же с вами рисовали в школе, да, на тетради, там на листочке какие-то символы. Извините, да? понятно. Значит, получается, что он нарисовал, и сам же он прочитывает свои пиктограммы. Да, То есть это не для того, чтобы остальные могли пользоваться. Нет, 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 А, это то его есть личный это его личная конспект. пиктограмма, Да, его это личный конспект. Это личный конспект, да. Хорошо. Тогда как вы можете объяснить и проверить качество внутриречевого действия? Там есть Вот, такое. Вот смотрите, мы всегда подытоживаем, да, итог. И то есть по схеме, которая на доске была представлена, то, которая в конспекте, мы ее всегда проговариваем, потому что если ребенок что-то не усвоил, я ему могу пояснить, я могу остановиться именно на том понятии, где и объяснить ему, где у него возник вопрос. А как вы Точно так проверите же качество внутриречевого действия? То есть это этап, внутри который речевого. Мгм. завершает, да, Мгм. процесс. И он внутриречевой, как было Да, я показано в поняла. презентации вашей. Следовательно, вы не слышите эту речь. Это его внутренняя речь. Как вы проверите качество того, как ученик запомнил содержание материала? Но это получается шестой этап, когда я могу проверить. То есть это когда я даю определение, а ребенок мне показывает только конечный результат. То есть я говорю термин, я говорю, допустим, определение, а он мне сообщает термин. То есть вот, ну как бы одно Внутри слово. высказывания? Да, вот обмен. Мгм. Анастасия Викторовна, скажите, пожалуйста, каким детям не подойдет компьютерный скрайбинг, объяснение темы урока в формате вот компьютерного скрайбинга? Именно не подойдет. Но я так думаю, что именно там, где если связано с практической работой, да, вот у меня, если мы изготавливаем изделия, то есть скрайбинг мне здесь компьютерный мне не поможет. Мне помогут только те знания, которые они уже получили ранее. Здесь только практика и только отрабатывание. То есть не везде, конечно, можно этот скрайбинг, не на всех темах можно его применить. Здесь я выбираю именно когда вот готовлюсь к уроку. То есть это не то, что сразу просто взял, пришел. Нет, к этому тоже надо подобрать именно и опять же уровень. Да, я должна сделать для 5 класса настолько понятные картинки, а для 9 класса я должна сделать интересные картинки, которые, вот знаете, что у меня девочка, когда пошла на дизайн в
Питере она поступила. Она мне написала письмо, сказала: Анастасия Викторовна, мне очень это помогло в лекциях. Когда я не успеваю писать, я заменяю просто некоторые слова этими же символами. То есть, конечно, здесь плюс еще и идет в этом. И плюс, смотрите, дальше оно еще направлено на профориентацию. Ведь мы же, ну, дети дальше могут идти и в рекламное, да, сейчас вот, если вы видели, наглядный скрайбинг, это Тенатен рекламирует. Немного ушли от вопроса. Да. Спасибо. Спасибо, Анастасия Викторовна. В своей методической мастерской вы формулируете следующую мысль, что любое явление, любой объект можно в данном случае изобразить с помощью скрайбинга, ну, каким-то определенным образом. Относится ли это только к системным объектам, то есть имеющим определенную структуру, связи и так далее? А вот, например, несистемные. Как можно с помощью скрайбинга показать, например, хаос, а не порядок? Ну, хаос. Хаос. Да. Хаос. Ну, к примеру, хорошо. Значит, получается, что у нас? Беспорядок. Это прежде всего... Исходя из того, что скрайбинг, как вы говорите, это визуализация мышления. Визуализация. Мне приходит почему-то на ум, да, когда человек очень сильно занят, его квартира, да, то есть как мы этот хаос можем. Или же возьмем, ну, самое близкое такое, что рабочий стол, да, к концу дня учителя. То есть это может быть определенный ассоциативный ряд, который Ассоциативный ряд, доступен, да, в данном случае для отображения непосредственно, да, и отражения, собственно, сути понятия хаос. Конечно, Спасибо. конечно. Спасибо. Спасибо, Анастасия Викторовна. Мы благодарим вас за представление вашей методической мастерской «Ответы на вопросы членов жюри». Приглашаем вас пройти в зал. Ну, а мы с вами продолжаем, и к нам присоединяется Назаренко Мария Алексеевна. Мы вас приветствуем. Мария Алексеевна, пожалуйста, проходите. Мы передаем вам слово. Пожалуйста, представьтесь. Возьмите микрофон. Здравствуйте всем. Работает? Можно поближе. Зовут меня Назаренко Мария Алексеевна. Я учитель математики, информатики и ИКТ, представляющий Юрскую среднюю общеобразовательную школу Ижемского района. Я рада приветствовать вас всех на своей методической мастерской, которая называется «Повышение учебной мотивации обучающихся на уроках математики через игровую деятельность». Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы. Мария Алексеевна, добрый день. Скажите, пожалуйста, а на электронных тренажерах учащиеся у вас работают в классе, у вас оборудован кабинет? У каждого ноутбука? Нет, на электронных тренажерах, во-первых, электронные тренажеры мы можем применять разные, да, виды деятельности, как индивидуальную, так в парах работать, например, и групповую. Да. Конечно, и так как я учитель информатики, я могу предоставить детям такую возможность, да, и в кабинете мы можем поработать, да, индивидуально за компьютерами. Вот. Но чаще всего, конечно, это представляется через экран, через проектор. Вот. Ну, в каком виде мы работаем? Я спросила, вот оснащенность у вас достаточная, чтобы на уроке у каждого ребенка был ноутбук, чтобы есть такая, да, работу? есть ноутбуки, мы можем предоставить ребенку. Да? Спасибо. Второй вопрос. Авторские игры. Вы говорите в своей разработке, да? Что есть. Я говорила, что применяю много игр, да, или игровых моментов являются авторскими не только по форме, но и в подборе материала и их наполнении. То есть сам вид игры я могу позаимствовать у коллег, да? А вот наполнение, например, тот, что мне нужно для конкретного урока, для конкретной возрастной категории, для конкретного класса, может даже группы какой-то, да, детей, то есть я наполняю своим. Игры авторские, да, тоже есть, да? То есть я представляла там несколько
игр, ну, показывала, вернее, игровую деятельность. Предположим, вот игра так, была дешифраторы и шифраторы вот там, да, если вы помните, предлагается разгадать ключ, да, и по этому ключу закодировать какую-то фразу. Да, то есть такого я не видела в интернете, ну, в данном случае вот. Но так как я учитель информатики, мы часто на информатике шифруем и расшифровываем что-нибудь, да, то это я перенесла вот именно на урок математики. И в данном случае вот я вам показывала там разработку, где предлагается расшифровать слово, которое, ну, дети не всегда лучше зашифровывать такое слово, чтобы не было догадки. Да, то есть ребята решили примеры, ну и по буквам, например, слово составили. Вот там было слово, наверное, манипупунер, да? Вот. Ну, что еще? Понятно. Динамику учебной мотивации на основе каких диагностик вы проводите? Ну, как таковых диагностик я не провожу. Вот я говорила, что мотивация, вот в конце у меня было, да, заключение, что ребята, как бы вот, ну, во-первых, то, что ребята получают хорошие отметки. А самое главное, что ребята с удовольствием идут на уроки. То есть на мои уроки они приходят работать. Неважно, какая оценка у ребенка, да, то есть они не об этом думают. А что им будет интересно на уроке, что будет что-то новенькое, интересное. Конечно же, игровые моменты, ну, невозможно на каждом уроке. Да, то есть они, во-первых, энергозатратные, их надо, некоторые из них как бы и делаются долго, да, вот, но дети всегда знают, что будет интересно что-то, будем играть. То есть изменение мотивации вы через свои наблюдения, через выражение эмоционального состояния ребенка только можете оценить, да? Ну и через отметки, конечно, и желание учиться, то есть желание выполнять работу. То есть отметка является показателем мотивации? Ну, это внешняя, скорее всего, мотивация. Да, а мы все-таки хотим, чтобы у нас была внутренняя мотивация у детей. Спасибо. Мария Алексеевна, в своей презентации вы используете термины игра, игровая деятельность, но все-таки по самой презентации не очень понятно. Вы используете все-таки игровую деятельность или приемы игровые? Ну и приемы, наверное, и такая, ну, скорее всего, даже приемы. Но вот я говорила, что если на уроках, то это какие-то вот действительно моменты, да, приема, то также во внеурочной деятельности или в конце, да, каждой четверти в классе я провожу такой, так сказать, игровой урок, ребята называют его, да, и в процессе почти всего урока мы играем в какую-то игру, достаточно такую, которую долго нужно, может, даже подготавливать, да, то есть не каждому уроку, вот, но ребята с удовольствием ждут до этого момента, и вот мы играем с ними. Я правильно поняла, что вы говорите о том, что одна игра — это прием, а если она идет долго, то это игровая деятельность? То есть вы об этом, да? Ну, может быть, даже, ну, так, хорошо. Какое процентное соотношение игр у вас в изучении одной темы? Изучение одной темы, и тема может изучаться в течение нескольких уроков. Ну, процентное соотношение, потому что вот тема, Ну, сколько, или количество игр. Ну, хорошо, например, сложение десятичных дробей, предположим, да? Я могу и тренажер использовать, например, и какие-то задания закрепляющего характера. Могу предложить им вот тот же самый шифратор-дешифратор сделать, да? То есть бывают темы, которые часто можно внести, вот эти вот моменты на уроке. А средний процентное соотношение? Ну, в процентах, даже честно, никогда не задумывалась. Именно на уроке вы имеете в виду? Проценты? Тема. В теме? Ну, процентов может 20. Ну, вот на тему сколько часов? Примерно. Ну, разные темы. Средние. Вот давайте возьмем 5. Давайте 5 часов возьмем. Да. Среднее количество часов на тему 5 часов. Да. Процентное соотношение применяемых игр, да. Ну, процентов, пусть 20 будет. Темы. 20%? Ну да, примерно. Дети, ну, примерно 10 игровые моменты. Да, то есть не обязательно мы играем вот в это, да. Ну да, использую разные.
Ну, на разных этапах уроках разные виды. Целесообразно использовать столько времени учебного на игру? Но ведь мы в процессе игры мы ведь, во-первых, либо закрепляем, либо мы же не просто играем, как маленькие дети, да, там что-то вот, а мы же либо изучаем, чтобы либо закрепляем, либо тренируем какие-то задания, вот навык, да, вот этот вот тренажера. На каком этапе изучения материала больше всего вы используете игры? Ну, наверное, на этапе все-таки закрепления, на этапе отработки, ну, каких-то, да, действий. Если на закреплении игра заменяет контрольную работу или зачетную Вот работу? проверочную работу, да, тоже говорила, да, что в своей методической мастерской, что у меня был опыт, я проводила проверочную работу в 5 и 6 классах в виде игры путешествия. Один раз я не озвучила ребятам, что это проверочная работа, а во второй раз я озвучила. То есть в таких видах, ну, так сказать, проверочных работ, конечно, это буквально было несколько, ну, небольшой такой мой опыт, и, скорее всего, ну, не на каждой проверочной, а вот так буду поддерживать. То есть ребята, так сказать, которые не так сильны в математике, они чувствуют уверенность. То есть когда они работают в парах, в группах, да, то есть у них больше желания как бы вот выполнять эти задания. Отметки выставляются как за проверочную Да, отметки выставляются. То есть ребята зарабатывают фишки в процессе работы, да, и по количеству фишек там у нас была как бы, ну, отметки выставлялись. Отметки, выставленные по итогам игры, они равнозначны отметкам, которые выставляются за проведенную проверочную работу, но уже в традиционном формате? Еще раз, пожалуйста, повторите. Отметки, которые вы выставляете по итогам игры, равнозначны по своему валидности, весу своему? Да. Весу? Если бы вы провели просто проверочную работу, да? Да. Но, скорее всего, может быть, и не совсем. Да, они будут именно в том варианте, в котором были, если бы ребята индивидуально их решали. Но, еще раз говорю, во-первых, это не часто, а был вот небольшой опыт, но снимается напряженность, да, то есть у ребят именно вот от этих слов, что это проверочная работа, да, предположим, там, или самостоятельная работа. Напряженность снимается. Да, но отметки, но итоги иногда мы но нет, почему? Итоги знаний. Ребята ведь выполняют конкретное задание, то есть мы не играем, они на каждой станции выполняют какие-то задания. То есть и вот результат правильности или неправильности, они фишку получают. Хорошо. То есть, в принципе... Спасибо. Спасибо, Мария Алексеевна. Наверное, мы понимаем так, что чаще всего вами используются именно дидактические игры, отрабатывающие непосредственно конкретные дидактические единицы, и фактически вы их достаточно часто используете как элементы урока, наверное, да, то есть вот и тренажеры, например, на проверке знаний и так далее, и, соответственно, при обобщении, закреплении материала. Фактически, скажите, пожалуйста, когда вы, наверное, вы работаете с 5 по 9 класс? Ну, в данный момент у меня математика 5 и 6 класс только. В целом, будет ли отличаться, например, дидактическая игра со старшеклассниками в отличие от... Конечно. И принципиально чем? Принципиально чем? Вообще опыт работы по математике у меня с 5 по 11 класс. Да? Только в данный момент у меня ребята с 5 по 5 и 6 класс. Конечно же, игры отличаются. Хотя можно одну и ту же игру сделать по-разному для разного возраста. Да? Еще раз говорила, что ребята... Мы обращаем внимание, во-первых, на возрастную, да, то есть ребята 11 класса, они всегда будут играть то, что играют ребята в 5 классе. Вот. Спасибо. Спасибо, Мария Алексеевна. Мы благодарим вас за ответы на вопросы. Просим пройти в зал. Ну, а мы продолжаем наше конкурсное испытание «Методическая мастерская». И приглашаем сейчас для общения по содержанию методической мастерской Гладкого Николая Николаевича. Пожалуйста, Николай Николаевич, присаживайтесь. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Гладкий Николай Николаевич. Я учитель истории физико-математического лицея-интерната города Сыктывкар. Тема моей мастерской «История учит нас сегодня». В основе деятельности на уроке я,
конечно, использую технологию развития критического мышления. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы. Здравствуйте, Николай Николаевич. Скажите, пожалуйста, вот на протяжении своей методической мастерской вы обращаетесь к разным образовательным технологиям, называете их, или приемам, да, технологий. При этом вы говорите, что вот такой или такой прием можно использовать, ну, вот на такой-то теме, в таком-то классе, еще вот на такой-то теме, в другом, да, уже, может быть, в другом уровне обучения. Но дальше вы не подводите к результирующим, да, аспектам, а идете дальше. Вот сейчас, чтобы, ну, вас не излишне затруднять без опорных моментов, может быть, вы все-таки до конца доведете вот некий такого рода пример, да, то есть прием или технология, тема и какие, да, вот результаты, методические результаты, результаты освоения обучающимися образовательной программы позволяют вам достичь этой технологии. Хорошо. Попробую на примере технологии проблемного обучения. Прежде всего, предмет история предполагает изучение различных тем, различной сложности и понимания. При этом не всегда это зависит от класса, в котором находятся дети в тот или иной момент. Например, опять же, как я уже приводил пример в своей педагогической мастерской, изучение правления Ивана IV. Соответственно, этот царь для 7 класса порой достаточно сложен для понимания, поэтому, изучая данную тему, мы прежде всего ставим некие проблемные вопросы. По ходу урока мы, соответственно, даже дополню, не урока, а по ходу изучения темы, потому что тема изучения Ивана IV предполагает несколько уроков, как минимум в 7 классе. Соответственно, изучая данную тему, мы ставим один, как бы это сказать, проблемный вопрос, прежде всего, каким был Иван IV, в плане, он все-таки великий или он все-таки грозный. В дальнейшем, по ходу изучения, дети возвращаются к этому вопросу на разных этапах обсуждения правления Ивана IV. Мы как бы каждый раз возвращаемся к этому проблемному вопросу и в конце уже как бы закрепляя, каким он все-таки является, дабы дети смогли сделать некий свой вывод личный, некое понимание темы выразить, насколько они ее понимают. Они пишут некое такое аргументированное, ну, можно назвать это сочинением аргументированным, где они просто высказывают свою позицию с фактами, естественно, с примерами, в котором они говорят, каким же все-таки они видят Ивана IV. Ну, надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. Позвольте уточнить, правильно ли я понимаю, что здесь позволительно, ну, некую субъективную оценку семиклассника, ну, рассматривать на уровне такого полновесного предметного результата на базовом уровне? Ну, естественно, это субъективное прежде всего мнение, потому что технология развития критического мышления прежде всего ставит задачу научить ребенка рассуждать, научить его мыслить, а делать те или иные предположения, то есть не делая те или иные предположения, научиться мыслить просто невозможно, поэтому мы в дальнейшем тратим некоторое время на уроки для того, чтобы просто обсудить наши сочинения, что у нас получилось, почему мы так или иначе отнесли деятельность, опять же, на примере Ивана IV, к там, позитивным сторонам или там осветили, увидели только негативные стороны, для того, чтобы у учащихся сформировалось такое полное представление об правлении довольно-таки противоречивом Ивана IV, опять же, на примере его. В 7 классе, да? Ну, я оставлю, наверное, дальнейшие вопросы уже на рассмотрение историкам. И если позволите, вот еще один момент, который меня заинтересовал. Нет таких, безусловно, критериев при оценке метод мастерской, но я думаю, все члены жюри заметили, вы человек энергичный, да, творческий, то есть вы очень так
креативно подошли, да, к представлению продукта. Но вот когда вы, например, предлагаете варианты, ну, интеллект-карты, ну, вот вы повествуете примерно так. Вот здесь мы можем нарисовать человечка с усиками и в треуголке. Ну, видимо, это Петр Первый. Ну, либо вы таким образом цитируете, что можно показать ребятам, ну, видимо, тоже как вариант проблематизации, смешную или не очень смешную вот картинку. Вот в данном случае что вы имеете в виду? Ну, вот несколько так упрощая, да, вот содержание. И я немного вот была в растерянности. Мгм. Ну, если мы говорим о первом половине вопроса, да, говоря о Петре Первом, ну, здесь я пытался, дабы всем членам жюри, естественно, предметники будут понимать по умолчанию, о чем идет речь, для всех остальных, чтобы была также понятна тема, которая поднимается мной. Вот, Ну, на уровне дошкольного обучения. Что ж вы так недооцениваете? Тем не менее, сейчас достаточно сложные времена, и лучше сказать Ну да, проще, но понятно, о чем идет речь, чем... стремительно пограничная умственная отсталость у членов жюри. Спасибо большое, я закончила. Николай Николаевич, да, вы в своей методической мастерской много показываете различных приемов. У меня вот по технологии развития критического мышления все-таки. Вот какие наиболее предпочтительные приемы вы используете на разных этапах урока и почему? Спасибо. Ну, прежде всего, на стадии вызова, здесь, как уже было сказано, я как раз закончу ответ на предыдущий вопрос, когда мы используем некое изображение для начальной, значит, вот стартовой позиции обсуждения темы. Во-первых, можно с помощью некого изображения, которое им уже известно в каком-то ключе, ну, просто фотография или еще что-то, но мы ее используем в рамках определенной темы. То есть мы как бы конкретизируем, что на этой фотографии находится в плане вот связанного с темой, которую мы будем изучать. То есть у учащегося возникает ну, некое понимание, спадает некий стресс перед новой, неизученной еще информацией. То есть это как, опять же, на стадии вызова, как некий мотивационный, что ли, момент, чтобы они начали изучать. Также на этой стадии ну, честно говоря, я не могу сказать прям, как он называется. Я его использую. Мне главное, что прием работает, что он позволяет детям как бы вникнуть в тему, позволяет стартануть, как бы так сказать. Вот. И это более важно, чем то, как мы это назовем, потому что многие приемы называются в разных, скажем так, редакциях по-разному. И я, честно говоря, не задавался вот этим моментом. На стадии, опять же, вызова можно поставить некий вопрос, который мы будем разбирать в самом начале для того, чтобы погрузиться в тему, и либо просто можно изначально погрузить в тему. Это я буду пытаться продемонстрировать на уроке завтра. На стадии осмысления здесь, естественно, я уже говорил о использовании ментальных карт, я назвал это условно малая ментальная карта. Вот. Это просто та карта, которую мы можем в процессе познания нового материала заполнять совместно с учащимися. Здесь уже было сказано, что это субъективное, действительно, это субъективное, но вот конкретно вот эту малую как бы ментальную карту мы будем заполнять совместно, и то есть она станет коллективным продуктом. Что здесь еще можно отметить на второй стадии? Ну, также можно здесь работать с уже называемыми тонкими и толстыми вопросами, вот, которые могут быть привязаны, например, к документу. Вот. И ну, история – это прежде всего работа с источниками, с документами. Вот. А технология развития критического мышления – это прежде всего технология, развивающая способность мыслить, правильно подойти к информации. Уже было сказано, опять же, о фейках, о том, что в этой вот информационном поле ребенку вынужден ребенок существовать, и нужно научить его правильно в этом информационном поле находить то, что необходимо. Ну и на последней стадии рефлексия. Здесь, соответственно, ну, я лично стараюсь использовать некие креативные моменты, как мы можем эту всю информацию как бы обобщить, чтобы
учащийся мог сказать, что непосредственно он в теме понял, что для него осталось там не раскрыто, и нам нужно еще к этому вернуться в дальнейшем, потому что история в рамках школьного образования – это прежде всего темы, которые взаимосвязаны между собой, и, соответственно, задача учителя эту взаимосвязь, называемую причинно-следственной, выявить, показать, помочь учащимся ее выявлять. Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. Николай Николаевич, у меня вопрос по вашей презентации. Вы результативность своей деятельности показали только через единичные успехи в ЕГЭ и Олимпиадах. Ну, понятно, почему единичные, вы это объяснили, я не буду повторять. А как вы еще измеряете результативность своей деятельности? Я уже в своей педагогической мастерской говорил о том, какие главные задачи я вижу прежде всего для учителя истории, особенно в таком вот учебном учреждении, как физико-математический лицей-интернат. Это прежде всего дать детям всестороннее развитие, дать детям возможность непосредственно... Простите, я вас остановлю. Я поняла, про задачи вы можете много говорить. Еще раз вопрос. Как вы измеряете результативность своей деятельности? Результативность учащихся? Ну, как здесь, измеряете? опять же, можно говорить об результатах ВПР, вот, можно говорить об успеваемости и том, как повышаются отметки и прочее. Можно говорить об личной заинтересованности детей, когда я вижу, как они изначально приходили на урок и как они в дальнейшем начинают приходить, как они подходят к выполнению домашней работы. Опять же, это уже звучало. Вы это измеряете? Я это, ну, как бы это ни звучало, я Наблюдаете это вижу, только? да, наблюдаю. Наблюдаете. Хорошо. Я для себя делаю некие, конечно, пометки, что, допустим, детям интересно, учащимся, что, соответственно, они либо в том моменте не поняли, либо им в том моменте это неинтересно, что можно отодвинуть пока и отложить в сторону. Хорошо, спасибо. Буквально два маленьких вопроса. Вы представляете там выступления, игровые формы. Они вами разработаны, переработаны или созданы? Да, я, используя дебаты, до этого работая в своей сторожевской школе, я применял непосредственно уже существующие виды дебат. Теперь Игровые же... формы. Игровые формы. Я просто имел в виду вот эти тоже моменты. Вот. Ну, да, я их разрабатываю в зависимости от класса и их интересов, что их интересует, ну и плюс связывая это все с той учебной программой, которая у них есть, чтобы было и нужное, и им интересное. То есть форма, она уже индивидуальная, скажем так, для класса. Понятно. И второй вопрос, последний. Вы говорите о малых ментальных картах. А большие ментальные карты по каким темам, по каким-либо темам есть у вас? Да, я также являюсь учителем коми-истории, и вот на изучении предмета там мы чаще, например, можем использовать большие карты в рамках, ментальные карты, вот, в рамках изучения тем по коми-истории. Если говорить об истории России, то здесь чаще, конечно, всеобщее использую. Например, когда мы изучаем тему колонии в Северной Америке у Великобритании, дабы разобраться, вот, как они устроены, мы порой разбиваем тему на субсоставляющие и делим между классом, где они собираются в группы, ну и, соответственно, делают уже большие карты. Иногда делаем индивидуально. Затем они их представляют, рассказывают, что на этих картах и так далее. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Вопрос у меня, в общем-то, по тому факту, который заинтересовал меня лично. Среди учебников истории я увидел бусидо. Что это в вашей жизни и как кодекс самурая позволяет вам решать профессиональные задачи? Ну, прежде всего, учитель — это слуга государства. Он прежде всего должен, как бы это сейчас прозвучало, пропагандировать то, что нужно государству для его мощи, для его силы. Вот. Самураи — это, как мы помним, да, в переводе «служить». Ну и, соответственно, это такая некая отсылка. Я ее вставлял, ну, скажем так,
просто вдруг ценители будут, там истории и так далее, которые это заметят, и им будет, ну, как бы интересно, скажем так. Спасибо. Спасибо, уважаемый Николай Николаевич. Мы благодарим вас за ответы на вопросы. Вы можете поаплодировать. Действительно, очень много самых разнообразных форм было представлено, поэтому если кого-то тоже заинтересует бусидо, пожалуйста. Благодарим вас и просим пройти в зал, пожалуйста. Уважаемые друзья, ну а мы с вами продолжаем, и у нас присоединяется к конкурсному испытанию методическая мастерская Виноградова Роза Викторовна. Добрый день, Роза Викторовна. Мы вас приветствуем и передаем вам слово. Да. Добрый вечер, уважаемые члены жюри, уважаемые участники и их сопровождающие. Виноградова Роза Викторовна, средняя школа номер 25, город Сыктывкар, учитель начальных классов. Тема моего выступления – системный оператор как средство обучения младших школьников решению творческих задач и формирования мотивации к саморазвитию и самообразованию в процессе педагогического сопровождения проектной деятельности. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы. Ну, хотите, могу я начать? Представим себе, что вы находитесь перед волшебным экраном. Настоящее, прошлое, настоящее, будущее. Этот волшебный экран есть не что иное, как конкурс «Учитель года». Вот вы в прошлом, вы в настоящем, и какой вы будете в будущем? Если смотреть именно сам конкурс, то сейчас я нахожусь Вы на в настоящем. республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель России». Прохожу один из этапов конкурса, это методическая мастерская, хотя там есть и другие этапы, как урок, классный час, мастер-класс и конференция. Я нахожусь среди участников конкурса, среди членов жюри. Это мое окружение, надсистема. В прошлом я приняла участие в муниципальном конкурсе, в муниципальном этапе этого же конкурса. У нас было меньше туров, этапов конкурса, не было мастер-класса и медиавизитки. Я находилась в управлении образования среди других участников, именно среди участников школ города в окружении управления образования. В будущем я на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». Коллеги, это заявка. Немножко этапы, я думаю, будут видоизменяться. Нет, они будут схожими, возможно. Методическая мастерская, возможно, будет не видео, а очно. Такое тоже бывает. И я буду находиться среди победителей всех городов нашей России. Спасибо. Спасибо, Роза Викторовна. В принципе, можно уже даже не отвечать на вопросы. Я шучу. На данный момент, если я себя ощущаю в конкурсе Да, в этом, сейчас. значит, я себя рассматриваю именно в прошлом и в будущем на этой же линии. Дело в том, что Роза Викторовна как раз и представляет вот эту систему и этот вопрос, вообще экстраполяция в прошлое, понимание или осознание себя в настоящем и еще и в будущем как раз в рамках представленной методической мастерской, да, в данном случае была описана как опыт непосредственно работы. Это комментарий для тех, кто за нами следит непосредственно онлайн. Ну а сейчас, уважаемые члены жюри, пожалуйста, задавайте вопросы. Мгм. Роза Викторовна, у меня вопрос по вашей методической разработке. Скажите, пожалуйста, вы системный оператор задаете давно как домашнее задание составить эту таблицу? Да, задаю. Единственное, что ребята пока подходят к ней индивидуально, на выбор. Кто-то рассматривает
все 9 экранов, кто-то может рассматривать только вертикальный лифт или горизонтальный. Мгм. Вы говорили в своей методической мастерской о проблеме, что родители много помогают детям, и поэтому это проблема для обучения, да, учащихся. Как тогда при составлении системного оператора минимизировать помощь родителей? Сам системный оператор как раз и помогает минимализировать помощь родителей, потому что ребенок, когда учится правильно работать с этим системным оператором, он понимает всю эту систему, как работать с информацией, на какие вопросы отвечать. А в системном операторе есть вспомогательные вопросы, и ребенку легко находить ответы на те или иные вопросы, поэтому здесь тогда помощь родителей будет минимальна. Ну, это ваше мнение. Вы как-то можете узнать о том, что все-таки это продукт получается, некий продукт, да, который ребенок составляет. Как вы можете узнать, что здесь не было участия родителей в конечном результате этого системного оператора? Это общение через детей, через родителей, и здесь как раз идет в сравнении больше, когда идет опрос и родителей, где вот больше минимально, да, или максимально, вот как раз благодаря обратной связи с родителями я и знаю, что при помощи системного оператора они меньше помогают ребятам в поиске той или иной информации. А это действительно нужно делать для того, чтобы родителей совсем отстранить от того, чтобы они общались с детьми по поводу того, что происходит на уроке, чтобы они могли не помочь, может быть, участвовать в изготовлении этого системного оператора? Это об этом никак не говорит. Что значит не участвовать? Ребенок все равно, во-первых, родитель такой же участник образовательного процесса, как и я, и как и ребенок. Мы 3 компонента в образовательной деятельности, потому ребенок сам ищет информацию, это же похвально, сам ее обрабатывает и делится своим результатом с родителем. Вот здесь родитель как раз выступает в роли помощника, и он не абстрагируется никаким образом. Я исхожу из вашей методической мастерской, что вы говорили, что это проблема участия родителей, слишком большое участие родителей. И если системный оператор помогает этого участия избежать, минимизировать, то является ли это положительным? Вот и все. Такой вопрос. Я думаю, что я ответила на вопрос. Роза Викторовна, а этот системный оператор, он существует только в электронном формате, оформляют учащиеся, работает только в электронной системе? Или это бумажный носитель, чтобы остальным было понятно? Это бумажный вариант. То есть вы шаблон даете заранее, Да. и этот шаблон учащиеся заполняют? Можно так сделать, да, то есть это лист, на котором эти 9 экранов видны, а так ребята могут просто разрезать листы А4 пополам, и у них будет большой этот же экран. А в электронном формате работают у вас уже в начальной школе вот с такой сеткой? Это сложно. Они чаще всего, когда мы разбираем ту или иную систему, ребята, например, развитие бабочки, да, по окружающему миру, ребята просто к концу урока создают мини-проект развития бабочки, и, может быть, вы видели, создается мультик, последовательность развития. Вот минимальный такой вариант. В каком типе уроков невозможно применить системный оператор? В каком типе уроков? Он везде применим. В любом как типе уроков? открытие новых знаний, так и обобщение. Так и контроль. Да, совершенно верно. И последний вопрос. А если у вас оформленные детские работы, вот может как сборник, может в электронном виде на вашем сайте, чтобы было возможность познакомиться? Сборника, к сожалению, нет. Здесь сыграли другие факторы. Утеряно. То есть в перспективе... Теперь опять будем нарабатывать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, еще на вашем уроке, который будет представлен здесь в рамках конкурса, мы увидим, на каком этапе работу с системным оператором? На начальном этапе я, секретик, да, буду раскрывать тогда. Будет экран, на Нет, котором... вы не рассказывайте содержание, просто скажите. Нет, будет. То есть будет работа с системным... Ну, понятно, Да, что он должна открытие быть у вас- новых знаний у вас будет. это- на открытие новых знаний, да? Хорошо.
Скажите, пожалуйста, но это действительно представляет проблему для учительства. Вот использование системного оператора для того, чтобы учителю удержаться в роли, да, сопровождающего, да, а не поддерживающего с точки зрения, да, педагогического вот процесса. Помогает ли вам, да, удержаться в роли сопровождающего? И что в этой связи, вот как использовать этот оператор, да, на что обратить внимание, вы посоветовали бы сейчас коллегам? Сам системный оператор, он уже даже мне помогает, потому что когда мы с ребятами Аргументацию, пожалуйста. Это обсуждаем просто... какой-либо объект, я опять-таки повторюсь, мы через системный оператор можем найти разные связи. Мы можем сравнить, мы можем классифицировать, мы можем найти причинно-следственные связи. И когда мы обсуждаем на одном из этапов урока, мне ничего не остается, как просто их сопровождать, консультировать и помогать. Я становлюсь наблюдателем и помощником. Тогда что бы изменилось, если бы вы заняли позицию педагогической поддержки? Ну, я коллегам, кто вот не успел посмотреть материалы, да, Розы Викторовны, хочу сказать, что она вот еще и так аргументирует на метод-мастерской, да, вот эту составляющую как конструктивную, да, для детей. То есть что изменится, если вы меняете позицию вот на поддержку? В чем Ну, разница? я немножко тогда... Даже... Ничего страшного на самом деле. Спасибо. Ну, поддержка все-таки, когда только... Я вот немножечко для себя, да, сопровождение, поддержка – это часть сопровождения. Здесь важно дать выбор ребенку в данном случае. И если я здесь где-то буду это поддерживать, я могу немножко, возможно, навязать что-то свое. А в сопровождении у ребенка больше выбора. Я бы так ответила. Ну, вы слышали, наверное, главное заявление, которое было сделано в самом начале. Мы благодарим вас, Роза Викторовна, за ответы на вопросы. Благодарю за вопросы. Пожалуйста, проходите в зал. Мы продолжаем и приглашаем для участия в конкурсном испытании «Методическая мастерская» Сметанину Татьяну Семеновну. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Добрый вечер. Меня зовут Сметанина Татьяна Семеновна. Я учитель русского языка и литературы Челюрской школы Ижевского района. Тема моей методической мастерской – лингвистические игры и музыкальные произведения на уроках русского языка и литературы как средство развития учебной мотивации в 5-9 классах. Уважаемые члены жюри, пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста, Николаевна. Татьяна Семеновна, добрый вечер. Наверное, трудно уже выступать во второй половине дня, но вы держитесь бодрячком. Да. Нет, я наоборот позиционирую, как она держится. Ага. В мастерской у вас прозвучала мысль, что на уроках вы проводите флешмобы. Можете прокомментировать? Не то чтобы на уроках, а скорее всего на классных часах. Мы проводим флешмоб как завершение классного часа, то есть я исполняю строчки из песни, а ребята должны их повторить. Мы практикуем песни на ком-языке, исполнение песен. Это как средство развития учебной мотивации. Учебной мотивации. Ну, тут скорее не учебной мотивации, а вообще, в принципе, интереса, наверное, предмет. На уроках русского языка и литературы, 5-9. Но использование флешмоба – это классный час, конечно, не на уроке русского языка и литературы. Очень интересная мысль прозвучала, что характеристику Пугачева можно дать не просто по тексту, но и народными песнями. Да, посредством народных Можете песен. еще привести пример характеристики литературного персонажа народными, может, авторскими песнями? Или это единичный вариант у вас был? Ну, сейчас я, наверное, не смогу вспомнить прямо героя, но могу привести пример события. Например, блокада Ленинграда и посредством современной песни «Непокоренный, прошедший сквозь ад». В этой песне отражается очень много событий исторических именно о блокаде Ленинграда.
Там есть такие строчки, что убивая за хлебные крошки, и многие дети не знают о том, что в Ленинграде выстраивалась еще вторая очередь для того, чтобы слезать крошки хлеба с лезвия ножа, когда резали хлеб, для того, чтобы выдавать блокадным людям. То есть в какой теме вы это можете использовать? Опять же, на классном чате. Есть пример классного чата. А если говорить о темах, то на уроках литературы в 8 классе вот как раз-таки Емельян Пугачев, это ярчайший пример народных песен, потому что о нем очень много. В них отражено отношение народа к этому человеку. И на первом уроке, и в преддверии произведения, анализа произведения Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» мы как раз и используем это. Этот прием я использую. Пазл по морфологии. У вас по всем частям речи или только по какой-то отдельной группе составлены такие? По самостоятельным такая частям игра? речи, пазл. По именным? По всем По самостоятельным частям именным, речи? да, по именным только. По именным самостоятельным частям речи. Потому что это уровень 5-6 класса. Они опубликованы где-то? Нет, это не опубликовано. Надо транслировать опыт. Если такое есть, конечно, Хорошо, обязательно. я приму к Да. сведению. Ага. И еще последний вопрос у меня. Социальная страница героя, то есть это прием, который используют многие педагоги. С какого возраста вы в своей практике применяете такое в социальной сети ВКонтакте? Социальная страница героя предполагается с 8 класса в моем опыте. Я использую с 8 класса начиная. Сколько у вас таких страниц уже на сегодня? Ну, страницы ребята создают в бумажном варианте, то есть мы их не регистрируем, например, Машу Миронову в сети ВКонтакте. То есть мы создаем на листочке бумаги, они рисуют портрет, либо находят подборку из журналов, там вырезают более-менее похожую девушку, подбирают друзей из произведения, то есть делают это вручную. То есть это такая ручная работа, да? Не компьютерный вариант? Нет, И нет, мы не социальные сети, регистрируем. да? Ну, конечно, при желании в 9 классе некоторые хотят зарегистрировать, но мы не оставляем эти страницы активными, делаем скриншот, и на уроке ребята защищают проект, и удаляется эта страница. Спасибо. Татьяна Семеновна, у меня вопрос по вашей методической мастерской. По одной фразе, которая там прозвучала. Там было сказано вами, что находчивость и сообразительность иногда важнее знаний во время игры. Так? Это же претензия есть к материалам ОГЭ и ЕГЭ, не к материалам, даже к самому экзамену, что иногда находчивость и сообразительность, да, важнее знаний, дети иногда, не зная материал, просто могут что-то угадать. Я правильно поняла, что у вас такой же подход? То есть вы считаете действительно так, что находчивость и сообразительность важнее знаний? Я считаю, что находчивость и сообразительность иногда, работая в группе, важнее знаний по предмету. Наравне с ребятами, когда, например, мы проводим работу в группах, я делю класс на равносильные группы, и в одной группе есть, например, ребята, которые обладают знаниями крепчайшими, но не могут их преподнести, не могут их раскрыть, не могут выбрать самые важные из своего опыта. И есть те, кто в принципе особо знаниями не обладают, но обладают универсальными действиями по преподнесению, у них есть креатив, присутствует в их мышлении. И когда вот То есть это никак не связано с их знаниями? Ну, знаниевая база-то у них, конечно, тоже есть минимальная. А корректировать это можно или вы это не делаете? Потому что Только по результату, по продукту работы группы. То есть, когда группа отчитывается, и тогда я уже знаю своих учеников. Я знаю, как вы определяете, что это находчивость и сообразительность, а не то, что ученик применил свои знания с находчивостью и сообразительностью? Скорее по личным наблюдениям только. Ну, наблюдая за работой в группе, я могу легко делать вывод о том, что здесь... На отметку это влияет у учащихся? На отметку нет. Не влияет? Нет, это как? То есть вы ставите отметку положительную, ну, положительную у нас начиная с тройки, конечно, я имею в виду отметку высокую ставите. И человеку, ну, учащемуся, который знает, но не может ответить, и находчивому сообразительному. Как это отражается? Вы сказали, не отражается, да, не очень этот момент, конечно, он применим при работе в группах. И за работу в группах, конечно же, я стараюсь не ставить оценки как таковые в числовом выражении. То есть это могут быть какие-то, например, поощрения, допустим, какие-то личностные результаты. Спасибо.
Уважаемая Татьяна Семеновна, вы показывали в своей мастерской такой прием, как вариант игры с мячом, когда кидается мяч и задается конкретный вопрос. У меня в этой связи вопрос такой. Не считаете ли вы, что дети, которые не могут работать в режиме многозадачности, в этой игре уже априори не успешны? То есть тут ставится сразу слишком много задач. Следить за мячом, поймать мяч, если он в тебя летит, и при этом контролировать и выдавать какую-то информацию. Все ли дети это могут? Ага, конечно же, не все дети, хотя в моей практике не было тех, кто не мог, но если он будет, то да. Но у нас есть введено такое правило, что если ребенок затрудняется, то он говорит «пас» и кидает, мяч обратно возвращает. То есть, значит, мы это слово можем еще раз ему повторить, он подумает, ему нужно какое-то время, например, для определения грамматических категорий. Мы кидаем ему второй раз или даем возможность ему самому предложить, допустим, сделать ход, кинуть мяч. Тогда в чем смысл мяча, если можно просто подумать и ответить на вопрос? Ну, это как инструмент, наверное, передачи вопроса, опять же, контакт, игровая технология, опять же, ну, метод игровой. Спасибо. Татьяна Семеновна, вот у вас представлено достаточно много лингвистических игр, а вот с точки зрения учета возрастных особенностей, есть какие-то предпочтения для разных категорий Да, обучающихся? конечно. В 5-6 классах я использую ролевые игры. Например, дети очень любят играть в зачет, допустим, студентов. Когда ребята приходят в класс, я изображаю роль строгого преподавателя. На столе разложены билеты по цветам. Например, желтые билеты, они попроще, зеленые билеты потруднее, красные билеты посложнее. И они выбирают свой уровень, пробуют сначала простой, сложный, кто-то сразу берет сложный билет, а уже начиная с 8 класса это, конечно, деловые игры, более требующие аргументации, требующие высказывания своего мнения. Спасибо. А я же им говорю, что мы... Нет, я накануне на предыдущем уроке говорю им о том, что, ребята, завтра вы будете сдавать зачет, вы будете прямо настоящими студентами. Они спрашивают, что нужно готовить? Я говорю, готовьте моржевный сахар. Да, и зачет. И приходите, они приходят, я им объясняю, что желтые билетики, в них 3 слова надо разобрать. Если вы справляетесь, вы берете следующий билет по цвету, он уже более насыщенный. И, наконец, красные билеты. Если вы все 3 билета сдаете, то вы получаете свою законную 5. Я рискну задать такой вопрос, но, наверное, от нашей части вот жюри заключительный, я так понимаю. Скажите, пожалуйста, вот вы рассматриваете образ Емельяна Пугачева, да, при изучении «Капитанской дочки», да, в том числе и в песнях народных, правильно я В понимаю? преддверии изучения. В преддверии блок изучения. То есть изучения, да, это можно рассматривать как некую проблематизацию образа, актуализацию образа Пугачева в произведении «Капитанская всего, да. дочка». Да, нужно. А ведь, в принципе, может сложиться так, что тот образ, который создает, да, Александр Народ. Сергеевич Пушкин, не совпадает с тем, что Мгм. создает народ. Вот как дети разрешают это противоречие? Ну, анализируя образ Пугачева и говоря о пугачевщине, и тут мы проводим параллель еще и с уроками истории, о том, что кем он был действительно, Тут вообще много рисков, какие да? цели он Мгм. преследовал на самом деле, и делаем вывод о том, а почему люди его воспринимали вот так. То есть почему он был народным героем. И тут дети предполагают свои варианты. Один из вариантов, вот сейчас у меня в 8 классе в этом году прозвучал, а у них же тогда телевизора не было, они же не знали, как царь выглядит. Вот они и подумали, что Емельян Пугачев это царь, и ему поверили, и пошли за ним. То есть вначале мы, конечно, из народных песен анализируем с позиции народа, как народ его воспринимал, а затем авторскую позицию Александра Сергеевича Пушкина. Вашим детям удается развести, да, разные? Удается, да. Это Мгм. же серия уроков, несколько уроков, поэтому да. У нас целый урок посвящен именно теме Пугачевщина. И мы возвращаемся опять к народным песням, сравниваем, говорим, что посмотрите, народ говорил о том, что закатилось красное солнышко, наш защитник умер, а получается, что он был Да, я преступником. помню, о чем вы говорили. Да, Спасибо, он я на думаю, самом коллеги деле он тоже. был. Вот, хорошо, спасибо. Спасибо, Татьяна Семеновна. Спасибо за ответы на вопросы, да, методической мастерской. Мы просим вас пройти в зал, а аудитория может поаплодировать. Мгм.
Для продолжения конкурсного испытания мы приглашаем Субботину Клавдию Вячеславовну. Раз. Слышно меня? Добрый вечер, уважаемые члены жюри, участники. Меня уже представил Александр Викторович. Меня зовут Клавдия Вячеславовна Субботина. Я представляю среднюю общеобразовательную школу города Емвы. И мой мастер-класс был на тему реализация моделей смешанного обучения в начальной школе. Я готова ответить на ваши вопросы. Уважаемые члены жюри, а я вам предоставлю такую возможность. Клавдия Вячеславовна, у меня вопрос по вашей методической мастерской. Вы говорили о недостатках модели. А какую модель проще использовать и почему? Потому что вы говорили и слово «модель», и говорили слово «модели», поэтому я сейчас говорю о моделях, которые вы представили. Какую модель проще использовать и почему? Ну, действительно, в своей методической мастерской я представила, вернее, озвучила информацию о том, что я в своей профессиональной деятельности использую 3 модели смешанного обучения. Это автономная группа, смена рабочих зон или ротация станций и перевернутый класс. Но на самом деле вот все больше работая по теме смешанного обучения, да, работая с технологией смешанного обучения, я, собственно, для себя расставила приоритеты. И мне больше импонирует модель смена рабочих зон. Скажите, пожалуйста, родители все модели приняли или же есть какие-то модели или какая-то модель, которую они не восприняли? Ну, на самом деле я использовала эти модели дозированно и всегда проводила такую подготовительную работу с родителями. Ну и большинство родителей, конечно, приняли, значит, работу в данной технологии, да, но я думаю, ни для кого не секрет, что у нас есть такие родители, которые не столь сильно интересуются учебной деятельностью и учебными успехами своих детей. Вот с такими родителями, конечно, тяжеловато было строить работу. Там больше на мотивацию ученика шел упор. Вы какие-то инструкции давали родителям по тому, как понимать эти модели, которые вы используете? Да, конечно, предварительно я проводила несколько родительских собраний, где вот непосредственно на родителях показывала такой мастер-класс, как эти модели работают, и таким образом, значит, показала родителям, да, как, собственно говоря, это все будет происходить на уроке. Ну, во-вторых, я так же, как и многие другие учителя, у нас есть, использую, да, сообщество ВКонтакте для того, чтобы показать всю ту работу с детьми, работу, все наши мероприятия, все наши результаты, чтобы поддерживать этот коммуникативный контакт с родителями, с детьми вот в рамках, значит, сети, значит, я там транслирую тоже результаты, фотографии всех вот наших таких необычных уроков. Это тоже вызывает интерес у родителей и положительное отношение к данным моделям. Скажите, пожалуйста, автономные группы, вот эту модель, насколько эффективно и целесообразно использовать в начальных классах? Вот это была такая моя экспериментальная деятельность в рамках именно дистанционного обучения. И это была такая, скорее всего, вынужденная мера. Да? Все мы знаем, что в силу определенных возможностей, да и желания, да и контроля со стороны родителей, не все ребята выходили на онлайн-уроки. Часть детей, она работала, скажем так, посредством
учебника, да, и мне приходилось моделировать свой урок, свое занятие таким образом, чтобы учесть и работу с теми детьми, которые вот, работают со мной онлайн, и с теми детьми, которые не выходят, скажем так, на онлайн-связь, да, и с ними мне приходилось потом уже выстраивать работу посредством звонков, WhatsApp, письменного общения. То есть это вот такой опыт, скажем так, который вот у меня был использован лишь только вот в рамках дистанционного обучения во время пандемии, ну и карантинных дней, я их так называю сейчас, когда процент заболеваемости в классе достаточно высокий. Мгм. Как давно вы работаете, используя эту модель? Модель Модель конкретно? смешанного обучения. Технологии смешанного обучения, да? Модели — это автономная группа ротации станций. Мгм. Технологию смешанного обучения я использую около 2 лет, не так долго. Вот немножко озвучу, почему я выбрала именно данную технологию для того, чтобы вот углубиться, погрузиться в нее и собственно говоря, представить сегодня эту технологию. Дело в том, что все мы объективно понимаем особенности современных детей, как их называют сейчас, цифровых детей, да, то есть их повышенный интерес к гаджетам и их заинтересованность работы с гаджетами, мне захотелось вот этот момент взять положительно от этого момента на уроки. И поэтому я вот именно в рамках классно-урочной системы, значит, синтезировала Скажите, пожалуйста, несколько какой разные. ощутимый результат вы получили? То есть то, что измеряется. Мгм. Ну, во-первых, я проводила мониторинг, и, во-первых, значит, я оценивала мотивацию, для этого использовала методику Лускановой. Значит, ну, уровень мотивации повысился. Далее я отслеживала уровень сформированности и коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого тоже использовала определенные методики. Я, как и в конце своей методической мастерской, не могу так смело заверить, да, что именно использование этой технологии меня привело к этим результатам, потому что я, как и любой другой учитель, использую многие приемы, многих технологий, да, но вот, собственно говоря, показатели выросли, и поэтому я могу сказать, что, собственно говоря, данная технология мне позволила достичь результатов. Клавдия Вячеславовна, меня больше интересует модель перевернутого класса. В старших классах я тоже применяю эту модель. А с какого класса в начальном звене вообще возможно результативно использовать данную модель обучения? Я начала ее использовать в 3 классе. Значит, в 3 классе я использовала эту модель смешанного обучения только на устных предметах. Ну и до сих пор я использую ее только на устных предметах, да, на уроках окружающего мира или литературного чтения, когда, собственно говоря, необходимо изучить большой теоретический материал, для того, чтобы осуществлять практическую работу на уроке, да. Все мы прекрасно понимаем, что по литературному чтению у нас идут уже достаточно объемные произведения, которые в рамках 40-минутного урока прочитать и затем качественно отработать мы, конечно же, не можем. Поэтому я, собственно говоря, детям даю на дом задание познакомиться с произведениями. Но вернусь к вопросу, да, когда целесообразно. Ну, собственно говоря, я начала в 3 классе, и вот 3-4 класс, собственно говоря, фрагментарно у меня эта работа, эта модель используется. То есть не весь урок, а только
Нет, я имею в виду, что отдельные уроки. Отдельные уроки. Да, да? отдельные уроки я использую. Я в этом плане имела в виду. Прозвучало в мастерской, что во время подготовки к такому уроку дети могут дистанционно отправлять вопрос учителю, а вы, соответственно, озвучиваете их ответы на уроке или Нет, чаще круглосуточно на всего, связи? да, я круглосуточно на связи. Это опять же такие последствия после нашего обучения дистанционного во время пандемии. Отвечаю сразу на вопрос. То есть Понятно? поддержка педагогическая всегда у учащихся есть, да? Безусловно, безусловно, да. Начальные классы, они домашние задания выполняют рано. До 9 часов ребята уже в основном делают домашние задания. И, собственно говоря, до этого времени они задают мне вопросы. Опять же, вот у нас коммуникативная такая связь больше налажена через контакт. Они мне пишут сообщения, я им Дети пишут? отвечаю. Дети пишут, дети. До 14 лет. ВКонтакте, в социальных сетях. Должны быть зарегистрированы только родители? Или у вас дети тоже зарегистрированы? ВКонтакте тоже зарегистрированы. Но их не я зарегистрировала. Спасибо. Пожалуйста. Клавдия Вячеславовна, вернусь к технологии перевернутый класс. У меня вопрос такого плана. Если то задание, которое вы дали на дом, ребенок не выполнил, и, например, группа детей пришла в школу без того изученного материала, а вы подразумеваете только закрепление, а они ничего не знают, они не готовы закреплять, что вы будете делать? А вы знаете, мне в этом плане повезло. В какой степени? Я учитель начальных классов, и у меня есть группа продленного дня. Да, мои дети приходят в школу в 8:20, а первый урок у нас начинается в 9:20. И я прекрасно за это время могу проверить, посмотреть, кто из детей подготовился, а кто нет. Очень удобно. Спасибо, Клавдия Вячеславовна. Действительно, проблема смешанного обучения, наверное, в начальной школе, она связана еще и с формированием субъекта учебной деятельности. Наверное, действительно, перевернутый класс возможен только тогда, когда школьник становится таковым, ну, а условно это действительно рубеж, наверное, 2-3 класса. Поэтому, наверное, вот ваш опыт положительный в 3-4 классе и объясним. Мы благодарим вас, Клавдия Вячеславовна. Молодцы. Помните, что надо хлопать. Огромное вам спасибо. Пожалуйста, приходите в зал. Ну, а мы с вами продолжаем, и я приглашаю для участия в конкурсном испытании «Методическая мастерская» Юхтанову Ладу Ивановну. Пожалуйста, приходите, присаживайтесь. Добрый вечер. Возьмите микрофон. Добрый день. Юхтанова Лада Ивановна, начальная школа, детский сад номер 1, город Ухта. Тема моей методической мастерской звучит так: организация исследовательской деятельности на уроках литературного чтения. Ну и поскольку речь идет о начальной школе, то проблема разбитого золотого яичка имени Курочки Рябы для нас весьма актуальна. Уважаемые члены жюри, давайте зададим вопросы Ладе Ивановне. Хорошо, если я первый, то у меня вопрос, конечно же, касающийся гипотез, о которых вы говорили. Вы сказали, что в основном вы используете такие виды гипотез, которые выстраиваются как импликативные высказывания, если то. Ну, все мы с вами помним, что у нас гипотезы могут быть и другие, например, о наличии явления, либо о связях между явлениями, которые могут быть более доступны, например, ребятам, и которые достаточно активно могут быть проверены с помощью использования метода наблюдения или даже, например, элементарного контент-анализа по поиску, например, каких-то единиц. Скажите, пожалуйста, вы сразу же ли вы, например, вот в своей практике ориентируете обучающихся на формирование или на формулирование, да, гипотез в рамках импликативных высказываний, если то, которое предполагает поиск именно причинно-следственных связей? Благодарю за этот вопрос.
Действительно, как я уже говорила в своей методической мастерской, некоторые предположения детей не всегда являются гипотезой. И это происходит в том случае, если на вопрос ребенка можно найти ответ сразу. Например, вот при работе с текстом мы задаем вопросы по содержанию. Здесь ответ будет очевиден. В то же время гипотеза формулируется именно в импликативном виде с целью выявления и определения нахождения вот этой глубины причинно-следственных связей. Потому что именно причинно-следственные связи нам и нужно установить. Да, иногда бывает достаточно сложно сформулировать гипотезу в форме «если то». В этом случае, если гипотеза звучит другим образом, и на нее можно найти какой-то путь исследования, то в таком случае тоже принимается, хотя это реже. Ну, а вы в данном случае содержательно ориентируетесь именно на формулирование причины и определение следствий. Может ли быть, например, построено ваше гипотетическое предположение в обратном ключе? Например, есть следствие, значит, мы можем уже предположить какие-то причины, наоборот. Разумеется, и в этом случае. Хотя в практике такой не сталкивалась с таким видом. Понятно, да. Вот, Если то, все-таки вот универсальный. да, мы, конечно же, да, сейчас мы передадим слово нашим уважаемым членам жюри, которые также хотят задать вопрос по данной теме, именно по исследовательской деятельности. Ну, у меня, наверное, не совсем по исследовательской. Из вашей метод мастерской я, к своему большому удивлению, узнала, что стихотворение «Буря мглою небо кроет», в общем-то, достаточно взрослое, изучается в начальной школе. Вы так очень деликатно обошли повтор стихотворения «Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей». Как вы объясняли третьеклассникам именно вот этот фрагмент стихотворения? Оно там дается без клише. Благодарю. Иногда просто не стоит делать акцент детям на какие-то вопросы, которые касаются взрослой части. Поэтому каким-то образом деликатно строим работу таким образом, что внимание распределяется именно туда, куда ведет учитель, именно на глубину и на другие стороны, скажем так, на нравственный, духовно-нравственный аспект, который гораздо более важен. Спасибо. Благодарю. А если все-таки дети зададут вопрос вот именно к этому фрагменту? Что? В этом случае также стараюсь быть с детьми честной, что позиция автора, и он имеет на это право. Нет, авторская позиция. А почему предполагать, что обязательно негатив какой-то в этой кружке? Может быть, чай пьют с кружки? Почему обязательно нужно так вот испугаться этого вопроса? Ну, я так понимаю, что вопрос именно вот действительно касается «выпьем с горя», да, как бы уже известное такое крылатое выражение. Вот. Да. Так, у меня вопрос другой. Значит, вы говорили в своей методической мастерской о двух вариантах уровней понимания текста. Скажите, пожалуйста, вы по какому из этих вариантов проводите диагностику среди своих обучающихся и проводите ли вообще ее? Спасибо. Разрешите сразу поправить не о 2 уровнях, а 4. Вы показали в методической мастерской 2 варианта, какие могут быть уровни понимания. Все-таки прошу меня извинить, но я поправлю. Да. Значит,
существует 4 уровня понимания текста. Я говорю о 4 уровнях понимания текста, о 3 уровнях самостоятельности в исследовательской работе и о 2 видах, о 2 способах подтверждения, проверки гипотез, теоретическом, эмпирическом. Сейчас еще раз. Мы должны с этим разобраться, потому что действительно существует... Вы не волнуйтесь, я сейчас процитирую. Да. Значит, уровни понимания текста. Читать и понимать. Читать и понимать, не что понимать. написано, читать и понимать, читать и не понимать, что написано. Вот это первый вариант уровня понимания текста. Следующие уровни, вы говорите, это фрагментарный, констатирующий, уровень героя и уровень идеи. То есть это об одном и том же, только 2 варианта трактовки вот этих уровней. Поэтому я про это. Вы сейчас скажите, пожалуйста, вы диагностируете наличие уровней обучающихся, да, то какие? Какой вариант вы берете для себя? Диагностирую. Еще раз хотела бы к уровням вернуться. Первый вариант это да. Да. Это взято из источников, да. Вот. А это, в общем-то, скажем так, образ читать и не понимать, читать и понимать, и читать, понимать, что не написано. То есть вот самый высокий уровень соответствует вот 3-му уровню в понимании Якова Борисовича Княжнина. Что касается диагностики. Диагностика проводится. Раньше это называлось проверка техники чтения. И действительно, когда-то очень давно мы проверяли исключительно технику чтения, качество чтения, скорость, да, там, выразительность, другие критерии. Сейчас по методике Ефросининой проводим 2 раза, а в 1 классе плюс еще 1 раз это входной контроль и диагностика, которая включает в себя не только проверку самой техники чтения, но и как раз вот этот уровень понимания текста, который расписан по критериям достаточно подробно, понятно и ясно можно определить. Абсолютно, да. Динамика, естественно, присутствует. Здесь может быть, конечно, здесь есть и заслуга работа учителя, но и, конечно, возрастные особенности детей, если сравнивать по годам. Но и в то же время организация работы учителя также сказывается на достижении более высоких результатов, повышения уровня. Констатирующий, да? Но об этой динамике мы вас и спрашивали, должен вам ее пронаблюдать. Она в рамках одного класса или это в рамках... Уже многолетняя, да. Это уже... Нет, если, допустим, 1 класс, да, мне в рамках ограничения пришлось привести только вот в рамках 1 класса. А так вообще, конечно же, поскольку уже давно работаю, наблюдаю эту динамику, этот процесс достаточно давно. И хотела бы вернуться вот к вопросу, Светлана Анатольевна, фрагментарный уровень все-таки и возрастные особенности. 1 класс, разумеется, это вот 1-й, 2-й уровень. Но 2-й уровень, он все-таки такой вот эмоциональный. Даже я его для себя иногда называю. И дальше ребенок не идет. Может быть, редко, но удается достичь вот этого 3-го уровня. Но со 2-го класса до 3-го уровня мы с ребятами на уроках доходим, а порой и до 4-го, то есть уровня понимания идеи автора.
Скорее объемности. Лада Ивановна, такой вопрос по стихотворению Пушкина. Лирика – это вообще мир чувств. Когда мы изучаем лирическое стихотворение, в первую очередь это мы говорим о мире чувств лирического героя, о художественных образах. А как вы считаете уместность изучения этого стихотворения с точки зрения метеорологии, там, психологии и так далее? Вы понимаете, конечно, что здесь применена игровая технология. И в любом случае, какое бы ни было произведение, каким бы легким для понимания оно ни казалось, мы все равно должны его проанализировать. Каким образом мы пойдем по этому пути, конечно, мы должны здесь строго предвидеть, прогнозировать, не разрушит ли это хрупкий мир лирических чувств. Я об этом как раз тоже задумывалась. Однако в практике я убедилась, что первый эмоциональный уровень, он достаточно слабенький. Вот прочитали, поплакали или порадовались, и все. А потом, если мы начинаем анализировать, да через проблему, да через противоречие, мы открываем такую глубину, что вот этот мир открывает нам еще более глубокие чувства. И надо сказать, что это совершенно не противоречит методике работы над произведением литературы в начальной школе. Первичный синтез или первичное восприятие, анализ, вторичный синтез и обязательно перенос на собственный опыт ребенка, связь с жизненным опытом. Поэтому не разрушит, а напротив обогатит, я бы сказала. То есть это способ анализа художественного образа и образа лирического героя. Правильно поняла? Подход такой своеобразный. Совершенно верно. У меня еще много, конечно, вопросов. Я один с удовольствием. Последний с удовольствием. Да. Те слова, которые не были поняты в дошкольном детстве, вот вам приходится догонять, очевидно, да? Вот уровень понимания того, что это такое, и вот тогда, наверное, и возможно, более глубокое. Но все, наверное, будем заканчивать. Вначале было слово, да. Давайте еще последний вопрос. Да, исследование, уровень воспитанности помогает ли на самом деле оценить уровень развития исследовательских умений младших школьников? Я поняла, как исследование может влиять на воспитанность, да? Да. Сразу хочу сказать, что диагностику воспитанности тоже проводим по методикам Капустиной, Шиловой. Исследование и литература. Смотрите, вот если выстроить логическую цепочку, что исследовательская работа влияет и эмоционально, и духовно-нравственно, понимать вот опять же эти причинно-следственные связи на более высоком уровне. Если ребенок обращается к своему собственному внутреннему миру, то, естественно, это и влияет на конечный результат воспитания. Ведь предназначение литературы, да еще нашей литературы, великой русской литературы, это воздействие на человека, это внутренние изменения духовно-нравственной сферы. Спасибо. Спасибо, Лада Ивановна. Мы благодарим вас за ответы на вопросы методической мастерской. Да, вы можете поаплодировать. Пожалуйста, проходите в зал. А мы продолжаем и приглашаем Кожину Анну Андреевну. Анна Андреевна, пожалуйста, проходите. Мы вас приветствуем, передаем вам слово. Раз, два. Добрый вечер. Меня зовут Анна Андреевна Кожина. Я учитель математики и информатики. Представляю Печорский район,
основная общеобразовательная школа номер 53, поселок городского типа из ЕЮ. На самом деле я свою методическую мастерскую назвала по секрету всему свету, но понимаю, что все же должно быть некий и методический аспект, да, отраженный в моей мастерской. Ну, все же, наверное, я склонюсь к тому, что я в своей мастерской больше рассказываю о том, именно в каком направлении я работаю, наверное, даже больше где развиваюсь, так как все же опыт работы мой небольшой, и затрагиваю такую тему, я думаю, насущную тему, это развитие навыков устного счета 5-9 класс. Готова выслушать ваши вопросы. Уважаемые коллеги, будете ли вы сейчас мне предоставлять возможность задать вопрос? Я немножко растерялась, потому что вы очень сильно упростили свою методическую тему по сравнению с тем, что вы представили в методической мастерской. Там были такие красивые формулировки, сейчас я скажу какие. Системно-деятельностный подход, технология развития критического мышления. А сейчас вы так сильно-сильно упростили, поэтому немножко... Нет, но тем не позвольте. менее, мастерская была явлена. Да. Итак, значит, Тарас, прошу. В презентации вы как раз говорите про вот эти технологии, а потом сводите все. И сейчас тоже говорите о приемах. Почему вы отказываетесь от технологии, останавливаясь только на приемах? Ваше видение, объясните. Да, нет, на самом деле я, в принципе, не совсем, даже не отказываюсь, потому что я все же, как сказала, больше я рассказываю в своей мастерской именно тех приоритетных направлений, которым я придерживаюсь в своей работе. Но, наверное, скорее всего, не являясь новатором каких-либо приемов, используемых мною на уроке, поэтому я, наверное, все же некое такое обобщенное сделала более. Поэтому, если что-то интересует, я, в принципе, могу пояснить. Нет, здесь новаторство ведь не имеется в виду, что вы автор какой-то технологии или автор какого-то приема. Здесь новаторство-то в другом. В том, что вы опыт работы показываете, как эти удачные приемы или же технологии применяете. Поэтому в данном случае, вот у меня еще раз повторяю вопрос. Вы от технологии уходите намеренно или вы ее не изучали, ну, эти технологии, о которых вы говорите, либо вы сейчас вам проще приемы только использовать пока? Нет, на самом деле я в процессе сейчас как раз-таки изучения данных технологий. Вот почему технология развития критического мышления мне более ближе, так как все же мне очень нравится на своих уроках выстраивать их именно таким образом, наблюдать именно за тем, как дети самостоятельно познают материал, и в частности я очень как бы больше направлена на именно, если в технологии развития критического мышления, на стадию вызова. То есть мне очень нравится видеть, как дети растут из класса в класс, именно на этой стадии, формулируя собственные цели. И таким образом... Да, конечно. Ну, вот действительно, вы сейчас сделаете логическую подводку под приемы или лайфхаки, как их назвал Александр Викторович. Как-то я этот момент упустила, не запомнила. Скажите, пожалуйста, ну, если вот есть некий из приемов вами представленных и стадия вызова, да, то вот на примере любого из них покажите, да, как может развиваться следующий этап, да, урока в этой технологии. Да, ну даже, например, совсем недавно, это 5 класс, математика, 9 марта. В преддверии этого дня, когда я готовилась к уроку, я решила начало урока посвятить дате рождения одного из величайших людей, внесших большой вклад в развитие, даже, можно сказать, нашего человечества, нашего мира. Это был Юрий Алексеевич Гагарин, это его день рождения. И тем самым я начала свой урок с того, что, да, дети, сегодня день рождения очень знаменитого человека.
И подводя к тому, что все же я использую приемы развития навыков устного счета, я, соответственно, зашифровала фамилию Юрия Алексеевича, используя задание для устного счета, опираясь на прошедшие темы, а в частности это сложение и вычитание десятичных дробей. Ну и затем, после того, как ребята, выполнив задание и выяснили, что все же сегодня день рождения Юрия Алексеевича Гагарина, я спросила: хорошо, 9 марта, а в какой год он родился? Соответственно, дети стали предлагать свои варианты, ну и я тут же предлагаю им выполнить умножение, так как это было началом темы изучения умножения десятичной дроби на натуральное число, я им предлагаю выполнить следующий пример, в результате которого мы узнаем год рождения Юрия Алексеевича Гагарина. И дети получают число 19340. Да? Ну и мы понимаем, что, соответственно, это что-то нереальное. Тем самым дети уже даже сами того не подозревая, понимают, что им необходимо изменить в ответе, и уже мы подходим к тому, что вот мы поставили, мы зафиксировали затруднение, что мы не знали, что, оказывается, здесь необходимо что-то еще добавить, и, соответственно, мы незаметно практически вывели уже самостоятельно правила. То есть вот таким образом, да. Я сейчас немножечко поясню, почему мы стали говорить о технологии, да, об образовательной деятельности или каких-то технологиях и приемах, то есть разницу это. Потому что все учителя, которые участвуют в конкурсе, они ссылаются в методической мастерской своей на ВГОСы. ВГОСы новые, все нацелены на деятельностный подход. И, следовательно, такому подходу учитель может научить только тот, который сам этот деятельностный подход применяет и в своей деятельности, не только обучает, пытается детей, конечно, а обучить-то можно не только приемами. Приемами это только инструменты для этого. Вот почему мы и пытаемся вас вывести на технологии какие-то критического мышления в данном случае. Я это просто объяснила, почему так. На самом деле устный счет является проблемой, потому что у меня класс, где я являюсь классным руководителем, 7 класс, каждый раз идет на урок алгебры и говорит: ой, опять устный счет. Это страшное явление, оказывается. Скажите, пожалуйста, вот как современных подростков, вы в среднем звене тоже работаете же, да? Как современных подростков вот извините, средний с 5 по 9 я работаю. Да, средний. Ага. Как их приобщить, вот семиклассников, через какие приемы приобщить, вот вызвать интерес к этому устному счету? Потому что ведь все равно знание составляющая есть однозначно, да? Как их, через какие приемы, вот в 7 классе, допустим, возможно организовать так работу, чтобы детям было интересно из вашей практики? Ну, на самом деле, я все же стараюсь разнообразить задания именно так, не просто давайте посчитаем, да? А я очень часто применяю в своей практике, ну, нет, здесь, наверное, неуместно слово «часто», но все же применяю. Не пятиклассников, а семиклассников. Я поняла вас. Ну, это, наверное, можем побеседовать потом, да? Наверное, да. Просто уже время ожидания, на самом деле, через 3 часа я уже просто растерянно сижу. Светлана Анатольевна предлагает за отдельную плату индивидуальной консультации, так что ничего страшного. Спасибо. Спасибо, Анна Андреевна. Скажите, пожалуйста, говоря о лайфхаках, которые были представлены, я не зря об этом сказал заблаговременно и так далее. Действительно, сейчас на просторах интернета их достаточно много, и они действительно как бы способствуют тому, чтобы, может быть, запомнив именно этот способ, быстрее научиться считать. Ваше отношение, профессиональная позиция по этому поводу? Вот в любом случае, наверное, вы в методике сначала все-таки обучаете их тем основам устного счета, а затем уже предлагаете лайфхаки. Если это так, то при каких условиях их освоение или усвоение будет эффективно?
То есть залог успеха освоения нового лайфхака означает ли, что базой должен быть усвоенный устный счет? Да, я То есть поняла. если и там будет непосредственно ошибки. Да. На самом деле, конечно же, я все же поясню слово лайфхак, почему именно этим словом я заменяю приемы устного счета, потому что на самом деле это слово близко очень детям. И да, я замечаю, что даже когда я произношу это слово, дети уже напрягаются, что я сейчас что-то расскажу такое, что, конечно же, мною уже опробовано, работает, и дети, естественно, мне как учителю доверяют безоговорочно. Но на самом деле я эти лайфхаки, приемы использую только в том случае, когда я убеждена, что ребенок понимает именно суть этого действия именно с методической точки зрения, да, то есть именно так, как это нужно понимать, как это в математике заложено. А уже в дальнейшем я говорю, а теперь, внимание, лайфхак. Это может происходить не на одном уроке, то есть я, выдавая некую тему, понимаю, что не все дети усваивают этот материал, не у всех получается сегодня выдать мне какую-то обратную связь, чтобы я была уверена, что я могу это уже применить, поэтому такие варианты дальнейшего развития я могу дополнительно позаниматься с некоторой группой ребят, ну и в дальнейшем уже на следующих уроках делаю некоторые выводы и, соответственно, уже их использую. То есть не просто где-то с бухты-барахты, извините за такое. Спасибо. Такой оборот. Спасибо, Анна Андреевна. Мы благодарим вас за ответы на вопросы членов жюри, за представление вашего опыта. Ну и, уважаемые участники, мы завершаем конкурсное испытание «Методическая мастерская». Те, кто с нами еще находится в эфире, онлайн. Нет, вы не дослушали контекст. И у нас остается еще один участник. Просто публика уже торопит. Это Павлова Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, пожалуйста, к нам проходите. Присаживайтесь. Добрый вечер. Меня слышно? Добрый вечер, уважаемый жюри. Добрый вечер, коллеги. Меня зовут Наталья Николаевна Павлова. Я учитель русского языка и литературы. Работаю в Кайгородской средней школе. Тема вашей. Тема моей мастерской – использование игровых приемов для формирования у учащихся положительной мотивации к изучению предмета русский язык в 5-6 классах. Уважаемые коллеги, давайте зададим вопросы. Угу. Николаевна. Наталья Николаевна, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а когда игровые приемы невозможно применить на уроке? Невозможно применить, когда мы проводим контрольную работу. Там все-таки надо оценить знания детей. А так, в принципе, на любых этапах урока можно применять игровые технологии. Но опять же, здесь нельзя, чтобы был перебор. У вас там есть алгоритм создания игрового приема. Да. Угу. Он вами придуман? Или это что-то потеряла? И что-то изобретение, да? И вами трансформированное? Это обобщение, скорее всего, всей информации, которая представлена в учебных пособиях, в интернете. И то есть это вы интегрировали из разных источников и создали вот такой алгоритм, это разные источники, да. Ага. Вы используете самые различные игры с целью формирования у учащихся положительной мотивации 5-6 классов. А в 7-8 это будут другие наборы игр или там другой подход у вас будет для формирования положительной мотивации? Игровые приемы можно использовать, в принципе, эти же, только уже, соответственно, материала 7 класса. Будет усложнение программы, и тем самым в приемах тоже будут совершенно другие задания. Но сама система приема, принцип его проведения может оставаться прежним. Угу. Как реагируют дети на применение игровых приемов на уроках? Приемы или технологии еще?
им нравится, когда мы играем. Очень часто я использую игровой прием, например, живую схему во время динамической паузы. Потому что здесь детям надо встать, то есть смена деятельности идет, они подходят и выполняют задание. Здесь коммуникация еще включается, они между собой общаются. На какую группу результатов влияют применение игровых моментов, технологий, не знаю, как вы точно скажете, Игровых приемов, скорее всего, да. да. Это зависит от раздела изучения предмета. Допустим, если мы изучаем морфемику, то, конечно же, мы отслеживаем результаты именно по этой теме. Я уточню, группы результатов, предметные, метапредметные или личностные? Да, предметные, конечно же. Рассматриваем, например, дети умеют составлять схему слова, то есть соотносят слово и схему, знают части слова. Ну, наверное, еще и на личностные, на метапредметные да, на личностные тоже, да? можно, да. Спасибо. Наталья Николаевна, в своей методической мастерской вы показали результаты динамики, сформированности образовательных результатов по разделам языка. И вы показали именно динамику в 5 классе и 6 классе. То есть в 6 классе улучшились эти результаты. Скажите, пожалуйста, это благодаря именно игровым приемам только? Потому что вы же как результат методической мастерской показали. Да, но получается, я использую игровые приемы с детьми в 5 классе, они теперь уже в 7 классе, но результаты я взяла за 5-6 класс. Я не знаю, влияют ли так сильно игровые приемы на повышение мотивации, но у детей появляется интерес. Тут не мотивация, тут сформированность образовательных результатов по разделам языка. У вас отдельно идут диаграммы. Да, отдельно сделали результаты, чтобы было удобнее смотреть, в каком разделе надо... Я поняла, да. Но вот это именно благодаря игровым приемам, то если игровые приемы убрать, то динамика не будет наблюдаться? Ну, я думаю, динамика останется. Да, цель игрового приема – это все-таки, чтобы у детей появился интерес, чтобы им стало интересно. Затем уже следующий этап – мотивация. Вы показали, еще раз говорю, 2 диаграммы. И уровень мотивации повышается, да. И уровень сформированности результатов по разделам языка. Да, образовательных, да, предметных результатов. И связали это вместе. Следовательно, они между собой, эти результаты связаны? Динамика это связана? Да, конечно. Связано? Да. Скажите, пожалуйста, вот мой вопрос будет посвящен мотивации. У вас возникла потребность такая профессиональная, да, на эту мотивацию повлиять, да? И вот могли бы вы прокомментировать все-таки вот характер, да, используемых игровых приемов, ну, собственно, да, возможно, игр или упражнений в 5 и в 6 классе, потому что, ну, вот, на мой взгляд, это достаточно разные уже дети, да, вот 5 класс и те, которые 6, особенно 2 полугодие с переходом на 7. Здесь все обуславливается же не только содержанием, да, предмета, но еще чем-то. Вот почему потребность вот на мотивацию влиять такими средствами педагогическими у вас возникает? Что не так с детьми? У них зачастую отсутствует интерес к изучению предмета. Им скучно на уроках. И чтобы их мотивировать, я считаю, что информация должна интересовать. И когда детям становится интересно, они включаются в эту деятельность. И что касается усложнения, да, если в 5 классе я им предлагаю игровые приемы, то в 6 классе они уже сами могут разрабатывать на основе игровых приемов свои же игры. То есть, получается, они уже включают свой опыт. Они знают структуру игрового приема, знают, как все это проходит, и могут сами сделать такое задание. То есть 5 класс осваивается инструментарий, Да. ну, условно, да, разных игр, а в 6, да, можно его уже вот использовать для того, чтобы наполнять, может быть, более адекватным для них содержанием, да? Да. В 7 тоже выручает, потому что мотивация, по идее, должна падать еще сильнее, да? А в 7 классе они уже предлагают совершенно другие игровые приемы сами.
Мгм. Давайте вот мы это сделаем, давайте мы другое сделаем. Ну, то есть, скажем так, фокус их внимания может лежать в плоскости самой игры, а не содержания предмета, и за счет... Мгм, понятно. Ну, мне все ясно. Спасибо. Спасибо, Наталья Николаевна. Прокомментируйте, пожалуйста. Вот как вы считаете, почему педагоги выбирают очень часто игровые технологии, работают по ним в 5, 6, 7, 8, 9, старших классах и так далее, а не стимулируют дальнейшее развитие учебной деятельности? Ну, может быть, важным является то, что игра всегда является спутником человека. Человек играет с самого рождения и до своего последнего дня, наверное. Игра всегда сопровождает наш жизненный процесс. Сбилась в мысли. Спасибо. Спасибо, Наталья Николаевна. Уважаемые участники, это была не игра. Это было конкурсное испытание «Методическая мастерская», которое мы завершаем. Уважаемые зрители, наша трансляция подходит к концу. Ну а мне остается, уважаемые участники конкурса, сказать и поздравить вас с тем, что первое конкурсное испытание «Методическая мастерская» для вас завершилось. Поздравляем вас! И до встречи уже на уроках, которые состоятся завтра и послезавтра. Благодарим вас за внимание, благодарим вас за терпение. Всего вам доброго, успехов. До свидания.